Мы много раз совершали с вами, дорогие зрители, туры на далекие экзопланеты. Каких только не встречали удивительных миров. Но ученые с помощью продвинутых технологий находят все новое. Только что астрономы представили невероятного небесного феникса. В честь легендарной птицы, восставшей из пламени, они назвали экзопланету TIC 365-102-760b. Этот газовый гигант существует буквально бок о бок со своей звездой. Редкая планета не превратилась бы в обугленный шар от интенсивного излучения столь близкого светила. А Феникс, по какой-то причине, отрастил рыхлую атмосферу, и все ему нипочем. Как космическим путешественникам не пропустить подобные диковинки и выбрать те из них, которые особенно интересны? А в этом наверняка поможет научная классификация экзопланет. Хотите узнать, какие вошли в категорию пушечных ядер, а другие ухитрились записаться в пульсары? Давайте познакомимся со всеми классами экзопланет и, конечно, совершим полет к самым потрясающим из этих миров. Казалось бы, с классификацией планет история проста. Твердая Земля, газовый Юпитер, ледяной Нептун. На самом деле, даже в пределах Солнечной системы все не так однозначно. Ученые только недавно определились с самим понятием термина «планета». В античных государствах планеты считали блуждающими звездами и включали сюда все небесные тела подряд. От Солнца и Луны до комет и астероидов. К концу 19 столетия слово «планета», так и не получив четкого определения, тем не менее, стало удобным, распространенным термином. Он применялся только к объектам Солнечной системы. Их было известно так мало, что все различия могли рассматриваться в индивидуальном порядке. Ситуация изменилась в 1992 году, когда астрономы выявили объекты сначала за орбитой Нептуна, а затем и вокруг других звезд. Эти открытия не только увеличили количество потенциальных планет, но также расширили многообразие их характеристик. Некоторые оказались достаточно велики, чтобы быть звездами, а некоторые меньше нашей Луны. Эти открытия вызвали многочисленные споры о том, что такое планета. В 2006 году Международный астрономический союз огласил свое решение по этой проблеме. Правда, новое определение относится только к Солнечной системе. Планетой назвали тело, вращающееся вокруг Солнца, достаточно массивное, чтобы иметь шарообразную форму под воздействием собственной гравитации. Кроме того, оно должно очистить свою орбиту от других объектов. В соответствии с этим Плутон переведен в карликовые планеты. Помимо Плутона были обнаружены и другие карликовые планеты, в том числе Эрида, Церера, Макемаке. Ну а полноценные планеты Солнечной системы классифицируются преимущественно по своему составу. Скалистые представляют собой плотные небесные тела, состоящие из камней и металлов. К ним относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Газовые планеты – большие объекты, которые вращаются быстрее Земли. У них очень плотная атмосфера, генерирующая сильные магнитные поля и много спутников. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – газовые миры. Но это еще не все. Планеты также классифицируются по их расстоянию от Солнца. Внутренние расположены ближе к нашей звезде, до пояса астероидов. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс. Внешние, самые удаленные от Солнца планеты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. То есть, как видим, обе классификации совпадают. Скалистые планеты являются внутренними, а газовые – внешними. Но подходит ли это для экзопланет, которые вращаются вокруг далеких звезд? Найти их ученым долго не удавалось. Экзопланеты относительно маленькие и тусклые, потому сами не светят и только отражают излучение звезд. Причем очень яркие светила могут затмевать своим сиянием планеты и мешать наблюдениям. Из-за этого рассмотреть такие миры очень трудно, просто наблюдая за небом в телескоп. Чтобы их заметить, астрономы предварительно блокируют свет звезды с помощью специального прибора – коронографа. Таким образом, обнаружено около 3,9% от всех известных экзопланет.
Так недавно они засекли нужный объект в удивительной звездной системе HIP-81208 на расстоянии 485 световых лет от Земли. Она состоит из голубого гиганта, красного и коричневого карликов. Это очень молодая компания возрастом всего в 17 миллионов лет. Астрономы не рассчитывали на то, что юные звезды успели обзавестись планетами, но оказалось, что минимум одной из них это удалось. Вокруг красного карлика вращается настоящий супергигант. По оценкам исследователей, он превышает массу Юпитера примерно в 15 раз. Еще меньше всего 0,93% экзопланет открыли методом периодических пульсаций. Он касается исключительно миров, вращающихся вокруг пульсаров. Эти нейтронные звезды посылают импульсы электромагнитного излучения с регулярной частотой, как самые точные часы. Если астрономы замечают хоть малейший сбой тайминга, то, скорее всего, им удалось напасть на след экзопланеты. Таким способом, в 1992 году как раз обнаружили самую первую в истории астрономии экзопланету. Это знаменитый полтергейст, который вращается вокруг миллисекундного пульсара. Метод астрометрии дает примерно аналогичные результаты. Он тоже основан на колебаниях звезд, только обычных. Под действием планеты или планеты звезда как бы дрожит. Если звездная система повернута к нам плоскостью, то можно засечь колебания светила относительно других. Чтобы уловить еле заметную звездную дрожь, астрономы постоянно фотографируют участок неба, где расположено нужное Солнце, а также опорные светила. Если основная звезда меняет положение относительно других, то можно говорить о наличии у нее планетной системы. Метод считается достаточно сложным и требует очень точной оптики. Но у астрометрии есть преимущество. С ее помощью довольно легко рассмотреть объекты с большими орбитами. Подобным методом открыто около 14 экзопланет, что составляет примерно 0,3% от их общего числа. Недавно астрономы наблюдали за ультрахолодным красным карликом TVLM 513 в 35 световых годах от Земли. Им удалось зарегистрировать смещение положения звезды. Ученые пришли к выводу, что вокруг нее движется экзопланета с периодом вращения около 220 дней. По оценкам исследователей, это объект массой примерно в треть Юпитера, что позволяет сравнить его с Сатурном. Следующий метод гравитационного линзирования гораздо более эффективен. Он дал возможность открыть около 3,5% от всех известных экзопланет. Этот удивительный способ позволяет превратить звезды в такие себе гигантские лупы, с помощью которой можно рассмотреть крошечные тусклые экзопланеты. Суть в том, что между звездой с планетами и наблюдателем должно находиться еще одно светило. Тогда гравитация этого второго Солнца играет роль линзы, фокусируя свет, и дальние экзопланеты становятся видны. Таким образом, например, обнаружен холодный Нептун MOA 2009 BLG 319b, вращающийся вокруг красного или оранжевого карлика в созвездии Стрельца. Пока об экзопланете мало что известно. Предполагается, что на ней царит жуткий холод. Ученые продолжают изучение этого мира. Ну а мы рассмотрим метод радиальных скоростей, или метод Доплера, который принес астрономам гораздо больший улов. Он позволил открыть около 19,4% экзопланет. В чем суть этого метода? Когда планета чуть раскачивает звезду своей гравитацией, астрономы наблюдают смещение спектральных линий. После анализа изменений в спектре звезды астрономы могут засечь экзопланету. Одной из последних таким способом обнаружена HD 85512b, находящаяся в 36 световых годах от Земли. Экзопланета в 3,6 раз массивнее Земли, и у нее предположительно водяное ядро. Этот мир находится в 4 раза ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Однако его оранжевый карлик светит в 8 раз слабее нашего желтого. Потому HD 85512b попадает в зону обитания звезды.
На ней может оказаться вполне комфортная температура в пределах около 25 градусов Цельсия. Но какая же технология наиболее успешна? У нас остается 72% всех известных экзопланет, а это тысячи чудесных миров. Всех их позволил обнаружить транзитный метод. Суть его в следующем. Если вокруг светила вращается планета, то астрономы периодически замечают нечто вроде затмения Солнца. Яркость звезды идет на спад, когда планета перекрывает ее свет для наблюдателя. Газовый гигант TRES-4AB на расстоянии 1600 световых лет от Земли обнаружен именно во время транзита на фоне звезды. TRES-4AB вращается вокруг яркого желтого карлика, который примерно в 1,18 раза массивнее Солнца. Исследования показали, что планета похожа на огромный гелиевый шар. Ее радиус в 1,7 раза больше, а масса в 2 раза меньше, чем у Юпитера. Такое соотношение указывает на чрезвычайно малую плотность гиганта. По сравнению с TRES-4AB, Юпитер очень крепко сбит. По мнению астрономов, рыхлой экзопланету сделала ее звезда. TRES-4AB вращается буквально плечом к плечу со своим желтым карликом. Их разделяет расстояние всего в 0,05 астрономической единицы, то есть экзопланета расположена в 7 раз ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Из-за низкой массы и высокого нагрева планета не в состоянии удержать атмосферу своей гравитацией, а саму себя от расширения. В результате газовый гигант постоянно надувается как воздушный шар, и тут же его атмосфера улетучивается в космос. Это фантастический мир, и космическим путешественникам при полете туда нужно приготовиться к фото- и видеосъемке. Атмосфера, которую сдувает с TRES-4AB, тянется за ней в форме яркого причудливого хвоста, так что снимки получатся потрясающими. Экзопланеты, которые удалось обнаружить всеми этими методами, оказались очень разнообразными по размеру и массе. Они уже не укладывались в схему деления на газовых гигантов и небольшие скалистые миры, как в Солнечной системе. Так что для экзопланет астрономы разработали по данным параметрам более широкую классификацию. Ее открывают супер-Юпитеры. Это настоящие колоссы в семействе планет, которые более массивны, чем наш Юпитер. Порой такие объекты достигают просто немыслимых размеров, как экзопланета бета-живописца B. По радиусу она в 1,45 раза больше газового гиганта Солнечной системы и в 11 раз массивнее. Несмотря на внушительные размеры, обнаружить гиганта оказалось невероятно трудно. Планета замаскирована плотным слоем пыли диска своей звезды, к тому же она очень тусклая. Бета-живописца B получает от светила в 10 раз меньше света, чем Земля от Солнца. Она находится на расстоянии 9,1 астрономической единицы от родительского светила. Примерно настолько же Сатурн удален от Солнца. Этот газовый гигант подкинул ученым множество загадок. Как выяснилось, температура на экзопланете составляет примерно 1327 градусов Цельсия, но такого быть не должно. Бета-живописца B находится далеко от своей звезды и не должна разогреться, как печь. Ученые склоняются к версии, что на планете скапливается и долго сохраняется внутреннее тепло, благодаря ее огромной массе и плотному пылевому покрывалу. В следующую категорию входят гигантские планеты по размерам, сопоставимые с нашим Юпитером. Чаще всего они состоят в одном из газов – водорода, гелия или льдов, летучих веществ, таких как вода, метан и аммиак. Но подобные планеты могут быть и каменными, попадая в категорию мегаземель. Однако независимо от их основного состава, гиганты обычно имеют толстые атмосферы из водорода и гелия. Отличным примером таких объектов может служить WASP-76b, газовый гигант из созвездия Рыб на расстоянии в 390 световых лет от Земли. Его масса немного меньше, чем у Юпитера. Родительская звезда планеты, раскаленный бело-желтый карлик, превратила свой мир в настоящий огненный кошмар.
На его поверхности испаряются и превращаются в газы все металлы, так что мы во время космического путешествия лучше взглянем на ВАСП-76Б мельком и издалека, а затем поскорее отправимся к более гостеприимным мирам. Следующими в классификации идут Нептуны, которые значительно меньше гигантов. Самые большие из них — супернептуны, более массивные, чем планета Нептун Солнечной системы. Они обычно описываются как миры примерно в 5-7 раз больше Земли и массой 20-80 земных. Немного уступают им экзопланеты Нептуны, по массе подобные Урану или Нептуну. Их разновидность субнептуны – планеты с меньшим радиусом, чем у нашего Нептуна, но зачастую с большей массой, чем у него. Такие планеты – большая редкость. Ученые называют этот пробел Нептуновой пустыней, причина которого пока не ясна. Так что открытие Нептуна TOI 332b астрономы посчитали огромной удачей. Экзопланета вращается вокруг оранжевого карлика на расстоянии 727 световых лет от Земли. Физические свойства этого мира и расстояние между ним и родительской звездой также поразили ученых. Это самая плотная экзопланета из всех известных Нептунов. Моделирование предполагает, что он имеет огромное железное ядро, каменистую мантию и тонкую атмосферу из водорода и гелия. Но объект с подобным ядром должна прикрывать толстая атмосфера, как у Юпитера, куда же экзопланета дела большую часть своего покрывала. Возможно, атмосфера истончилась из-за экстремального облучения, которое небесное тело получает от своего близкого оранжевого карлика. TOI 332b совершает оборот вокруг звезды за 18,72 часа. Также не исключено, что небесное тело мигрировало по своей системе, теряя атмосферу по мере того, как приближалось к звезде. Или ее покров сорвало и унесло в космос при столкновении с другим небесным телом. Наконец, может быть, что у экзопланеты никогда не было атмосферы, пока ученые выбирают самый верный вариант. А мы познакомимся с уменьшенной версией Нептунов мини-Нептунами. Их также называют газовыми карликами или переходными планетами. В данную категорию входят объекты массой в 10 земных, но менее массивные, чем Уран и Нептун. По предложениям ученых, они имеют толстые водородно-гелиевые атмосферы, вероятно, с глубинными слоями изо льда и камня. Или же их покрывают удивительные жидкие океаны из воды, аммиака, либо смеси того и другого. Недавно ученые обнаружили сразу 3 мини-Нептуна в системе TOI 2076, ближняя к звезде TOI 2076b, примерно в 3 раза больше Земли и совершает полный оборот по орбите каждые 10 дней. При этом она получает в 400 раз больше ультрафиолетового излучения от своего красного карлика, чем Земля от Солнца. Внешние миры TOI 2076c и d в 4 раза превосходят по размерам нашу планету и тоже держатся буквально за руку своей звезды. Период их вращения вокруг светила составляет около 17 дней. Все планеты по возрасту тинейджеры, то есть они далеко не новорожденные, но еще не взрослые. Какая судьба их ждет так близко от звезды, астрономы сейчас пытаются выяснить на основе моделирования. А мы посмотрим на те экзопланеты, которые относительно похожи на наш мир. У них твердая каменистая поверхность, и их называют землеподобными. Самые большие из этих объектов — суперземли, массой превышающие нашу планету, но они менее массивны, чем Уран и Нептун. Недавно ученые нашли один из уникальных миров в созвездии Индейца на расстоянии 48 световых лет от Земли. Это суперземля LHS 3844b, или, как ее еще называют, Куа-Куа. Одно полушарие экзопланеты всегда освещено, а на другом царит тьма. Гравитация близкой звезды красного карлика не дает LHS 3844b вращаться вокруг своей оси. Этого раньше не наблюдалось в отношении землеподобных миров. Но главная загадка Куа-Куа даже не в этом.
Вращаясь практически в обнимку со своей звездой, экзопланета должна быть настоящим пылающим адом. Между тем, моделирование показывает, что температура на ее суперземле достаточно прохладная. Ученые предполагают, что все дело может быть в особенностях орбиты Куа-Куа, а также некоторые данные в наблюдениях указывают на присутствие рядом газового гиганта, который может ослабить нагрев LHS 3844b. Суперземли, наоборот, существенно меньше по массе Земли и Венеры. Из тех, что удалось найти астрономам, самой маленькой является Кеплер-37b. Это планета-лилипут диаметром 3900 километров, даже меньше Меркурия, почти такого же размера, как Луна. Астрономы считают большой удачей, что им удалось рассмотреть столь мизерный объект в созвездии Лира на расстоянии 210 световых лет от Земли. Возможно, здесь помогла близость планеты к родительской звезде. Кеплер-37b вращается на расстоянии 1/10 астрономической единицы от своего желтого карлика, то есть этот мир в 10 раз ближе к светилу, чем Земля к Солнцу. Один оборот вокруг материнской звезды планета совершает за 13,4 дня. Такие близкие отношения с горячим желтым карликом делают планету Лилипута очень негостеприимным миром. Средняя температура ее поверхности составляет около 425 градусов Цельсия, что сравнимо с Меркурием. Поверхность этого предположительно каменистого мира не прикрыта атмосферой, которую сдул звездный ветер, и экзопланета просто тонет в потоках излучения желтого карлика. Как видим, орбиты — очень важная характеристика экзопланет. В связи с этим ученые ввели их отдельную классификацию по орбитальному режиму. Давайте посмотрим, какие категории выделяют астрономы. Начнем, пожалуй, с очень горячих штучек, вернее, штуковин, которые даже в планетарном масштабе невероятно велики. Это горячие Юпитеры, огромные газовые планеты, которые безумно раскалены. Наш Юпитер вращается на расстоянии 5,2 астрономических единиц от Солнца, и потому он прохладный. А некоторые из его космических собратьев просто плавятся от жара из-за своих орбит. Эти гиганты вращаются очень близко, примерно от 0,015 до 0,5 астрономических единиц от родительских звезд. Астрономы уже идентифицировали более 400 горячих Юпитеров. Экзопланета Кельт 9b в созвездии Лебедь на расстоянии в 620 световых лет от Земли, среди них рекордсмен по температуре. Ее поверхность горячее многих звезд и достигает показателей 4300 градусов Цельсия. Также в эту категорию входят горячие Нептуны, массы близкие к Урану и Нептуну Солнечной системы. Они тоже вращаются очень близко к своим звездам, обычно на расстоянии менее 1 астрономической единицы. И, конечно, эти миры невероятно разогреты жаром светил. Правда, как мы говорили, в целом Нептуны редко попадают в поле зрения астрономов. Более далекий и извилистый путь зачастую выбирают планеты, которые вращаются вокруг двух звезд. Астрономы нашли уже немало таких невероятных миров. Недавно они сделали настоящий подарок поклонникам киноэпопеи «Звездные войны». Ученые засекли звездную систему, где сразу пара объектов повторяет путь Татуина, родной планеты Люка Скайуокера. Небесные тела вращаются вокруг двух звезд в созвездии Живописца на расстоянии 1320 световых лет от Земли. Во время путешествия на эти планеты мы полюбуемся разноцветными двойными восходами и закатами обоих светил. Одно из них — бело-желтая звезда размером чуть больше Солнца, а другое — небольшой красный карлик. Первая из пары экзопланет была найдена Тои 1338b, которая по размеру представляет собой что-то среднее между Нептуном и Сатурном, а массой примерно в 22 раза превышает Землю. Расстояние от Тои 1338b до звезд составляет 0,36 астрономической единицы. Она совершает оборот вокруг светил за 95 дней. Вторым в поле зрения телескопов попал газовый гигант BOP-1C массой в 65 раз больше Земли, но он в 5 раз меньше Юпитера.
Планета находится на расстоянии 0,79 астрономической единицы от звезд. На то, чтобы совершить оборот вокруг светил, у BOB-1C уходит 215 дней. Но если любители фантастики увлекаются Татуинами, то для ученых самая желанная добыча – планеты в обитаемой зоне звезды. Эту область еще называют зоной Златовласки, имея в виду, что условия там в самый раз для жизни. Рано или поздно исследователи надеются обнаружить на подобной экзопланете каких-либо существ. Возможно, они прячутся от земных телескопов на пятой от звезды экзопланете в системе L9859 на расстоянии 35 световых лет от нас. Это небесное тело массой 1,6-3,1 земной находится в обитаемой зоне светила. Правда, орбита экзопланеты проходит необычно близко к звезде, и год на ней длится всего 23 дня. Но L9859 освещает относительно прохладный красный карлик. Это расстояние до звезд подобного класса считается как раз оптимальным. На пятой планете системы L9859 может оказаться не слишком жарко и не слишком холодно для поддержания воды в жидком состоянии. А это считается одним из главных критериев обитаемости планеты. Но если вы хотите побывать в более экзотическом месте, то следует обратить внимание на планеты-пульсары. Они, как следует из названия, находятся в системе пульсара или быстро вращающейся нейтронной звезды. Правда, планетные системы формируются у таких светил крайне редко, не более 1 на 200 пульсаров. Почему планеты не хотят жить совместно с этими резвыми светилами? Большинство сценариев требует, чтобы предшественником в подобной системе была двойная звезда, где один из компаньонов намного массивнее другого. К тому же такой мир должен еще пережить сверхновую, породившую пульсар. Оба этих условия редко соблюдаются, потому планеты-пульсары представляют собой скорее исключение из правил. Кроме того, планеты и их орбиты должны выдерживать мощное энергетическое излучение, испускаемое пульсарами. В эту дьявольскую смесь входят рентгеновские и гамма-лучи, а также энергетические частицы, которые называют пульсарным ветром. Особенно страшный коктейль из смертоносных лучей астрономы наблюдают в системах миллисекундных пульсаров. Это старые нейтронные звезды, которые раскручены до безумных скоростей за счет накопления массы от компаньона. Тем не менее, все известные планеты-пульсары расположены в системах именно таких нейтронных звезд. В Млечном Пути их может быть до 10 миллионов, но это теоретически, а в реальности планет-пульсаров пока известно немногим более 10. В их число входит экзопланета PSR MB162026b или Мафусаил из созвездия Скорпиона в 12400 световых годах от нас. Она невероятно долго делит свою судьбу с нейтронной звездой. Эта экзопланета, по некоторым оценкам, самая старая из всех известных, возрастом около 12,7 миллиарда лет. И все это время она вращается в системе с парой экзотических звезд, одна из которых — миллисекундный пульсар, а вторая — белый карлик. Сейчас пожилая космическая троица мирно движется по небу, но со временем все может измениться. В данный момент компания медленно дрейфует к центру скопления М4, где плотность звезд невероятно высока. Там тройку долгожителей на каждом шагу будут подстерегать опасности, столкновения с другими небесными телами, сверхновые, мощные гамма-взрывы. Велика вероятность, что PSR B162026b быстро попадет там в какую-то катастрофу и закончит свой жизненный путь. То же самое можно сказать о планетах-изгоях. Их будущее полно опасностей, ведь у этих небесных скиталиц вообще нет орбит. Они просто свободно плавают по космосу, куда придется. Ничто не освещает их путь, ведь странницы не связаны со звездами. Холод, тьма, вечное одиночество – удел этих космических бродяг. Небесные изгои не сами выбрали подобную судьбу. Некоторые сумели сформироваться аналогично звездам из облаков газа и пыли, а другие образовались как обычные планеты в протопланетном диске своей звезды, но потом их выбросило из родного гнезда
в результате какой-то катастрофы, удара астероида, столкновения планет. И знаете, такое случается намного чаще, чем можно предположить. По крайней мере, прогноз НАСА просто ошеломляет. Эксперты космического агентства считают, что по нашей галактике склоняется примерно 1 триллион небесных бродяг. Конечно, они все равно не теснятся в Млечном Пути друг у друга на голове. Места хватает всем, и космос в целом остается пустым, разреженным пространством. Так что планеты-изгои могут по полной наслаждаться свободой на этих просторах. И, может, некоторые из них не так уж одиноки. Ученые из Калифорнийского университета считают, что за счет внутреннего тепла отдельные страницы могут поддерживать под своей поверхностью океан жидкой воды. Не исключено, что в его водах обитают простейшие существа. Одним из таких изгоев, который недавно попал в поле зрения астрономов, является планета ОТ-44. Сейчас она дрейфует по пространству в 550 световых годах от Земли, в созвездии Хамелеон. Странная скиталица в 11 раз превышает массу Юпитера и, возможно, имеет диск из пыли, камня, а также льда. Но вся плеяда Юпитеров, Нептунов, Земель отличается друг от друга не только орбитой. У них очень разные физические и химические характеристики, а также состав. Порой они настолько отличаются от миров Солнечной системы, что кажутся просто выдумкой писателей-фантастов. Впрочем, давайте посмотрим сами. Вот какие классы экзопланет выделяют астрономы. Самые близкие к нашему миру — силикатные планеты, которые еще называют небесными телами земной группы. Они обладают высокой плотностью и состоят преимущественно из силикатной материи, которая покрывает железное ядро, а также коры. Эти планеты в Солнечной системе нам отлично известны. Меркурий, Венера, Марс и, конечно, наша Земля. Но все они по составу далеко не близнецы. У Меркурия, например, нет коры, которая разрушена в результате безумной метеоритной бомбардировки. А Земля отличается высокой химической дифференциацией веществ и широким распространением гранитов в коре. Астрономы уже обнаружили немало силикатных экзопланет за пределами Солнечной системы. Одна из самых удивительных — газовый гигант HD 189-733b. Этот мир раскален как печь, однако космические путешественники рискуют, что там их завалит снегом. Как такое может быть? Весь секрет в том, что снежинки на HD 189-733b будут не из замерзшей воды, подобно земным. По мнению ученых, они состоят из силиката магния, минерала, который обычно находят в земной коре. Исследователи пришли к выводу, что в нижних слоях атмосферы газового гиганта при температуре свыше 1000 градусов Цельсия силикаты переходят из твердого в газообразное состояние. Затем газы поднимаются вверх, где прохладнее, и вновь затвердевают. Так силикаты формируют своеобразные хлопья снега, а сильные ветры, которые постоянно дуют на HD 189-733b, накрывают планету снежными бурями. Углеродные планеты, предположительно, тоже относятся к земному типу, но в отличие от силикатных, они образуются в протопланетных дисках, богатых углеродом и бедных кислородом. Астрономам пока доподлинно неизвестно, существуют ли в реальности подобные миры, хотя есть предположение, что к ним относится 55 рака И или Янсен, которая находится на расстоянии 40 световых лет от Земли. Эта экзопланета вообще может оказаться настоящим космическим сокровищем. Правда, попав туда, мы не увидим сияющего блеска изумрудов или бриллиантов. Тем не менее, драгоценности будут всюду, куда мы не ступим. Углерод, которым богата планета благодаря огромному давлению и температуре 2700 градусов Цельсия, превращается в алмаз. Ученые полагают, что вся внутренняя часть представляет собой сплошной драгоценный камень невероятного размера. Железные планеты, конечно, нельзя назвать сокровищницами, но и им есть чем нас удивить. Этот тип объектов в основном состоит из богатого железом ядра с небольшой мантией или вообще без нее. Меркурий как раз из их числа. Но в масштабах Вселенной эти миры, вероятно, намного разнообразнее.
Планеты, полные железа, могут быть остатками обычных силикатных каменистых планет. Их скалистые мантии сорваны гигантскими ударами при столкновениях с различными небесными телами. Но в любом случае подобные объекты меньше и плотнее, чем другие типы планет аналогичной массы. У них нет тектоники плит и сильного магнитного поля, поскольку они быстро остывают после формирования. В научной фантастике такие планеты окрестили за их тяжесть пушечными ядрами, и астрономы тоже иногда используют это меткое название. Такие небесные тела совсем не похожи на Землю. Вода и железо нестабильны в геологических масштабах времени, так что влажные железные планеты в зоне Златовласки могут быть покрыты озерами карбонила железа и иными экзотическими летучими веществами, а не водой. Железный характер может иметь горячая экзопланета Gliese-367b из созвездия Вела в 30 световых годах от нас. Из-за близости к своей звезде экзопланета получает в 500 раз больше радиации, чем Земля от Солнца. Дневная температура на ней составляет около 1455 градусов. Из-за жары Gliese-367b потеряла атмосферу и внешние силикатные слои. Ее чрезвычайно плотное ядро из железа и никеля составляет около 91% массы планеты, а ее общая плотность примерно вдвое больше, чем у Земли. Впрочем, планеты могут представлять из себя нечто еще более невероятное. Одно голое ядро. Эти миры называются хтоническими, и большинство их, вероятно, в прошлом были газовыми гигантами, но некоторые злые силы безжалостно содрали с них всю атмосферу, оставив голые ядра. Так жестоко с этими мирами расправились собственные звезды, к которым экзопланеты подошли слишком близко. Тои 849b как раз из их числа. Она настолько приблизилась к своей звезде, что год на ней пролетел всего за 18 часов. Ученые также выяснили, что на планете отсутствует атмосфера, а температура ее поверхности достигает 1530 градусов Цельсия. Но уникальный Тои 849b делает даже не это. Планета при огромном размере, примерно с наш Нептун, имеет предположительно каменистую поверхность. В то же время Тои 849b в 40 раз массивнее Земли. Ученые предполагают, что это первый обнаруженный остаток ядра газового гиганта, который потерял всю свою массивную атмосферу. Прямая противоположность хтоническим планетам – миры, которые обходятся совсем без ядер. Эти теоретические небесные тела, состоящие только из огромной мантии. В соответствии с современными моделями, планеты без ядра могут образовываться двумя способами. Во-первых, все железо, содержащееся в объекте, связывается с помощью каменных метеоритов, которые называются хондритами. Подходящие для этого условия возникают, если планета находится далеко от своей звезды, в прохладных условиях. Во-вторых, подобное странное небесное тело может сформироваться при большом количестве свободной воды и свободного железа. При остывании планеты железо реагирует с водой, выделяя оксиды железа и водород. В конечном итоге железо не может остаться в несвязанном виде и опуститься к ядру, так как оно задерживается в мантии. Астрофизики отмечают, что планета без ядра будет лишена и магнитного поля. Кроме того, она должна быть немного больше, чем при варианте с ядром. Но это все теоретически. При современном развитии технологий невозможно точно определить, есть ядро у экзопланеты или его нет. Гипотетической планетой только земной группы является еще один мир. Его скорее можно назвать настоящим адом, причем без преувеличений. Представьте небесное тело, сплошь покрытое океанами раскаленной лавы. Это как раз о таких землях. Их ученые выделяют в отдельный класс лавовых планет. Огромные потоки на их поверхности создает активная вулканическая деятельность или породы плавятся от жара близкой звезды. Такой может оказаться Тои 1807b, которая примерно в 2 раза больше Земли. Она с безумной скоростью крутится вокруг своего оранжевого карлика. Спринтер совершает оборот по орбите всего за 13 часов. Планету разгоняет до невероятных скоростей аномальная близость к звезде, до которой всего 1 200 000 километров.
Для сравнения, от Земли до Солнца более 152 миллионов километров. Исследователи полагают, что миры не формируются столь близко к своим звездам. Скорее всего, они возникают дальше от светил, а затем перемещаются ближе. ТОИ 1807b, по расчетам астрономов, тоже должна была мигрировать к звезде. Сейчас она получает от своего оранжевого карлика в 22 тысячи раз больше ультрафиолетового излучения, чем Земля от Солнца. В этом случае ее предположительно защищают от такого мощного воздействия толстая атмосфера и каменистая масса. А поверхность планеты должны покрывать океаны или озера расплавленной лавы. Впрочем, предположительно, существуют и планеты, покрытые океанами в привычном нам смысле слова. Такие миры преимущественно состоят из воды, скалистых пород и металлов. В зависимости от расстояния до родительской звезды планеты могут оказаться целиком залиты океаном жидкой воды глубиной до 100 километров. На большей глубине давление становится столь велико, что вода не сумеет сохранить жидкое состояние и затвердевает, образуя какую-либо модификацию льда. Одним из кандидатов в планеты-океаны является суперземля LHS 1140b из созвездия Кита, которая находится в 49 световых годах от Земли. Она вращается в обитаемой зоне красного карлика, и в ее атмосфере обнаружен водяной пар. Если у экзопланеты плотная атмосфера, ее поверхность залита океаном жидкой воды. Но если атмосфера тонкая, то планета покрыта льдом, хотя из ее глубин могут бить горячие гейзеры. Планеты и океаны особенно интересны астробиологам, поскольку их воды могут оказаться обитаемы, а космические путешественники, конечно, с удовольствием поплавают в таком невероятном океане. Впечатлений хватит на всю жизнь. Ну а в конце нашего долгого путешествия давайте осмотрим что-нибудь полегче. Или вообще практически невесомое, как сладкая вата, только в космическом масштабе. Во Вселенной есть такие планеты. Массой они всего в несколько раз больше Земли, но с радиусом превышают даже Нептун. Они выделены учеными в особый класс – суперпафов, то есть пухлых планет. Их атмосфера настолько раздута, что суперпафы выглядят большими и массивными, как Юпитер, но примерно в 100 раз легче. Звездная система Кеплер-51 в этом отношении настоящий уникум. Она обзавелась сразу 3 пухлыми планетами – Кеплер-51b, 51c и 51d. 3 шара сладкой ваты, каждый размером с Юпитер. Так представили исследователи необычных обитателей созвездия Лебедь. Они могли бы плавать в воде и не утонули бы, если бы нашлась ванна подходящего размера. Однако эти планеты являются горячими Юпитерами, которые раздулись от близости к звезде. Так что вместо воды они купаются в океане излучения близкого светила. Что ж, у каждого небесного тела свой вкус. А мы на этом закончим путешествие к различным классам экзопланет. Но домой спешить пока не будем. Давайте еще хотя бы мельком посмотрим на расположение экзопланет в звездных системах. Есть ли здесь какая-то закономерность, чтобы можно было составить классификацию? Когда астрономы изучили этот вопрос, то были просто ошеломлены. В рамках каждой системы планеты по размеру оказались похожи как горошины в стручках. Но это касается чужих звездных систем. В Солнечной все иначе. Юпитер имеет диаметр 142 984 километра, а Меркурий — 4880. То есть они отличаются почти в 30 раз. Хотя и в системах наподобие гороховых стручков нашлась незначительная разница. Их положение в зависимости от размера и близость к звезде международная команда исследователей разделила на 4 класса. К первому, упорядоченному, относится наша Солнечная система. В ней по мере удаления от звезды масса планет увеличивается. Маленькие и каменистые вращаются рядом с Солнцем, а большие газовые гиганты и ледяные в отдалении. Ученые считают, что упорядоченные системы – самый редкий класс из всех 4. В подобных упорядоченным системам по мере удаления от светила планеты становятся больше и массивнее.
Только все они настолько мало отличаются друг от друга, что заметить эту закономерность непросто. Как в мире красного карлика ТОИ-700, похожего на Солнце, в 100 световых годах от нас, в его системе вращаются 3 небольшие каменистые планеты, сходные с Землей. По размеру эти миры отличаются друг от друга лишь на несколько процентов, причем их диаметр увеличивается по мере отдаления от звезды. В смешанных системах планеты выстраиваются вне зависимости от размера и массы по отношению к звезде. Такие хаотичные миксы являются самыми распространенными во Вселенной. По оценкам ученых, в их число входит примерно 8 из 10 планетарных систем. Иными словами, хаотических систем очень много, однако лучшего примера, чем система Тропист-1 с 7 планетами, среди них трудно найти. В этом густонаселенном космическом доме все смешалось и перепуталось между собой. Так, по сравнению с самой внутренней планетой, вторая меньше, но массивнее. Третья еще более отстает от этой пары по массе и размеру. Дальше заглядывать не стоит, все равно порядка там не найти. Но почему именно такие системы наиболее распространены, пока точно неизвестно, хотя у астрономов уже много идей. Одна из них гласит, что порядок в системах связан с количеством газа и пыли в протопланетных дисках звезд. В зависимости от наличия строительного материала, небесные тела могут получаться больше или меньше, а место у звезды особой роли здесь не играет. Но есть еще антиупорядоченные системы. Они как бы вывернуты наизнанку. Ближе к звезде расположены большие экзопланеты, а дальше маленькие. Система миниатюрного красного карлика КОИ-961, который в 6 раз меньше нашего Солнца и всего на 40% больше Юпитера, как раз из этого числа. Он тихо кружит по небу вместе с 3 своими планетами. Каждая из них по размеру представляет что-то среднее между Землей и Венерой. Радиус самой близкой к звезде составляет 78% земного, средний – 73%. А внешний – 57%. То есть, отдаляясь от красного карлика, планеты уменьшаются в размере. Ученые, как видим, основательно рассортировали все планеты и планетные системы. Но космос так разнообразен, что новые объекты зачастую не хотят вписываться ни в одну из классификаций. Вот что, например, делать с экзопланетой HR 5183b. Этот гигант, который в 3 раза массивнее Юпитера, не спешит вращаться вокруг своей звезды. Он неторопливо делает 1 оборот за 74 года. Но странность планеты не в этом. Причудливая орбита заставляет HR 5183b склоняться по внешним границам своей системы, прежде чем ринуться в центр и пролететь на волосок от звезды хозяина, а затем снова вернуться на периферию системы. Это безумное поведение принесло прозвище «планета-хлыст». Его также сравнивают с шаром для сноса зданий из-за его, вероятно, разрушительного воздействия на другие объекты в системе. Трудно классифицировать такую непредсказуемую планету. Что ж, со временем для непокорных новичков наверняка сформируют отдельные классы. Главное, что мы все больше познаем бесконечное разнообразие Вселенной и когда-то сможем отправиться в космическое путешествие на чудесные экзопланеты, которые сейчас за гранью наших самых смелых фантазий. Как мы обычно выбираем туры по разным странам? Пирамиды фараонов в жарком Египте предпочитаем осматривать зимой, любоваться фьордами промерзшей Норвегии летом. Увидеть потрясающее цветение тысяч тюльпанов в парках Голландии получается только весной. А все свои краски заповедного леса Вирджинии – осенью. Что если нам перенять земную традицию и совершить космическое путешествие с учетом сезонов на различных небесных телах? Тогда можно полететь к какому-то горячему Юпитеру в разгар зимы и даже, наверное, не сгореть от его жара. И может где-то в глубинах Вселенной нас ожидает настоящее чудо. Место, где, как в известной сказке, можно познакомиться с 4 сезонами одновременно. Или нечто еще более фантастическое. Странная сезонная телесвязь. Давайте подберем себе подходящий сезонный тур в мир вечной весны или туда, где зима уже близко, и она продлится десятки лет.
Находим, кому что по душе, и отправляемся в путь. Начнем по традиции Земли, чтобы легче было сравнить механизм смены сезонов на нашей планете с другими. Зима приходит не из-за удаления Земли от Солнца, а летом приближения, как иногда ошибочно полагают. На самом деле орбита нашей планеты почти круговая. Ее эксцентриситет, то есть степень отклонения от круга, составляет лишь 0,01%. При таком стабильном положении относительно звезды времена года не изменяются. Их смена в основном происходит благодаря наклону оси вращения планеты. Если провести перпендикулярную линию к орбите Земли, угол между ней и осью вращения составит 23,45 градусов. Этот наклон способствует тому, что полушария планеты оказываются по-разному повернутыми к Солнцу, пока Земля движется вокруг звезды. Таким образом, каждое полушарие получает больше солнечного излучения летом и меньше зимой. Эффект действует неравномерно. На высоких широтах количество солнечной радиации колеблется сильнее, чем на участках ближе к экватору. Нам кажется, что так было всегда и останется в дальнейшем, но на самом деле ситуация меняется. Только речь идет о столь больших промежутках времени, что незаметны даже в масштабах цивилизаций. В течение последнего миллиона лет наклон Земли колебался от 22,1 до 24,5 градусов, что могло раскачивать и тормошить планету на орбите. Здесь подсуетились наши соседки. Изменение угла наклона Земли происходило вследствие гравитационного воздействия других небесных тел Солнечной системы. Чем сильнее увеличивается этот угол, тем более экстремальными становятся времена года. Сейчас наклон, наоборот, очень медленно уменьшается и достигнет своего минимума примерно через 10 тысяч лет. Но мизерные отклонения от круговой орбиты тоже кое-что меняют. Они влияют на продолжительность сезонов в разных частях Земли. Так, лето в северном полушарии длится примерно на 4,5 дня дольше, чем зима, а весна здесь приблизительно на 3 дня длиннее осени. Однако, как и наклон оси вращения, со временем форма орбиты меняется из-за гравитационного воздействия Юпитера и Сатурна. Сейчас она становится более круглой, и продолжительность времен года в разных полушариях Земли постепенно выравнивается. Форма орбиты и наклон оси вращения также вызывает сезонные изменения погоды на других планетах Солнечной системы. Смена времен года бывает разной, от экстремальной до почти незаметной. Давайте посмотрим, где, как все происходит и на какой планете можно найти самый крутой отдых в тот или иной сезон. Тур начнем от Солнца. И сначала зажжем на горячем Меркурии. Ему нужно лишь 88 дней, чтобы обернуться вокруг близкой звезды. Долгое время считалось, что планета всегда повернута к Солнцу одной стороной. То есть сутки там длятся столько же, сколько год. И только позже, благодаря данным обсерватории Аресибо, астрономы увидели все иначе. Меркурий движется вокруг своей оси, совершая один оборот за 59 дней. Таким образом, когда планета дважды обходит вокруг Солнца, она всего лишь 3 раза оборачивается вокруг себя. И это уникальная конфигурация для нашей системы. У Меркурия также отсутствует наклон оси, потому в течение года любая его широта получает одинаковое количество солнечных лучей. Тем не менее, орбита планеты вытянута больше, чем у всех его соседей по Солнечной системе. Представляете, какие температурные качели на планете с такой орбитой? Они создают на Меркурии нечто подобное временам года, но только двум – зиме и лету, жара и холод. Больше никаких погодных полутонов нет. Природные силы как пули стреляют Меркурием по температурной шкале. Летом, когда планета приближается к Солнцу, ее дневная температура может достигать 465 градусов Цельсия. Но сутки в том мире очень длинные, и за день он значительно удаляется от звезды. А вот Венера, хоть и соседка Меркурия, по форме орбиты его прямая противоположность. Она движется по самому идеальному кругу, если сравнивать с другими планетами Солнечной системы. Ученые предполагают, что к этому привела миграция Юпитера,
который, удаляясь от Солнца, повлиял на Венеру своей гравитацией. Ось вращения планеты имеет наклон, но очень незначительный, всего 3 градуса. Казалось бы, это должно приводить к небольшим сезонным изменениям, но на самом деле температура поверхности небесного тела все время остается одинаковой. Ее стабилизирует плотная атмосфера Венеры, которой так не хватает Меркурию. Она преимущественно состоит из углекислого газа и содержит облака серной кислоты. Атмосфера создает сильный парниковый эффект и высокое давление. Так что в целом это похоже на вечный ад, который ни на минуту не оставляет планету. Средняя температура поверхности Венеры составляет примерно 450 градусов Цельсия, чего достаточно, чтобы расплавить свинец. Раскаленная Венера в нашем туре интересна тем, что из-за круговой орбиты, мизерного наклона оси и густой атмосферы на ней полностью отсутствует смена сезонов. Это мир вечного лета. Звучит круто, но мы поищем место более богатое на времена года. Что если заглянуть туда, где холоднее? На внешних по отношению к Земле планетах Солнечной системы совершенно другие условия. Расстояние от этих объектов до нашей звезды составляет минимум сотни миллионов километров, потому они получают гораздо меньше солнечной энергии. Приходит ли весна и лето в те суровые миры? Наш сосед Марс во многом похож на Землю. Сутки на обеих планетах примерно одинаковы. Наклон оси Марса составляет около 25 градусов, что менее чем на 1,5 градуса больше земного. И, наконец, мы увидим здесь все 4 времени года. Только для этого придется надолго задержаться на Красной планете. Ее орбита более эллиптическая, чем у Земли. На смену марсианских сезонов также влияет его расстояние от Солнца. Марсу нужно почти вдвое больше времени, чем Земле, чтобы обернуться вокруг звезды. Год здесь длится 687 дней, соответственно, и каждый из сезонов длиннее привычных для нас 3 месяцев. При этом в южном полушарии сезоны суровее, чем в северном. Во время южной зимы Марс находится в наиболее удаленной от Солнца точке, потому в том регионе царит невероятный холод. За счет этого сезоны на Красной планете отличаются экстремальной разницей по температуре. Приятное тепло при 20 градусах Цельсия летом сменяется бешеным холодом, когда планета охлаждается до минус 150 градусов зимой. Атмосфера у Марса настолько тонкая, что тепло от Солнца не может надолго задержаться, и все моментально превращается в лед. Затем, нагреваясь в теплое время года под Солнцем, лед сразу переходит в пар, потому вода на поверхности Марса не задерживается в жидком виде. Весна на Красной планете бывает не менее жестокой. Это начало сезона пыльных бурь, которые возникают как маленькие региональные вихри, но впоследствии могут перерасти в глобальные. В среднем раз в 3 года весь Марс охватывает бешеный ураган. После его окончания проходят месяцы, прежде чем поднятая в воздух пыль снова осядет на поверхность. Над следующей от Солнца планете, Юпитере, с временами года совсем плохо. Долгое время считалось, что их вообще нет. Наклон оси вращения планеты составляет всего около 3 градусов, а ее орбита почти круговая. Однако это не означает, что на газовом гиганте все тихо и спокойно. На самом деле сутки на Юпитере длятся только 10 часов, поэтому его атмосфера постоянно перемешивается. В ней возникают циклоны и антициклоны, которые длятся сотни лет. Вспомним знаменитый ураган «Большое красное пятно», в котором ветер дует со скоростью 500 км в час. Он замечен астрономами еще в 1665 году и с тех пор так и не затухал. Но никаких циклических изменений, которые можно трактовать как сезоны, на газовом гиганте астрономы не замечали. Однако недавно ученые из английского университета Лестера сделали шокирующее открытие. На Юпитере, похоже, все-таки существуют сезонные изменения погоды. Астрономы долго проверяли свою информацию, ведь мизерный угол наклона оси планеты практически исключает времена года.
После анализа 40-летних наблюдений за Юпитером, английские исследователи подтвердили странную смену погоды на газовом гиганте. Температура на планете повышается и понижается в определенные периоды долгого юпитерианского года, равного 12 земным. Для того, чтобы понять причины и механизм этих изменений, ученые заглянули везде, под облака Юпитера и над ними. И знаете, к какому выводу пришли астрономы? Держитесь крепче за штурвал, чтобы не упасть от изумления. На сезонные изменения Юпитера влияет телесвязь. Это не шутка, хотя для нас звучит абсурдно. Однако в науке об атмосфере телесвязь обозначает климатические аномалии, которые связаны друг с другом на больших расстояниях. Вот такое редкое явление астрономы обнаружили на Юпитере. Впрочем, оно не уникально. Подобная телесвязь существует на Земле в знаменитом цикле Ла-Нинья-Эль-Ниньо. Во время этого периода изменение пассатов в западной части Тихого океана связано с количеством осадков на большей части Северной Америки. А вот на Сатурне есть все 4 времени года. Основная причина этого – наклон его оси вращения к Солнцу. Он составляет примерно 26,7 градусов и сопоставим с земным показателем в 23,5. Однако из-за несколько большой орбиты времена года на Сатурне длятся гораздо дольше. Каждый из них медленно тянется примерно 7,5 лет. Лучше всего эти изменения заметны на северном полюсе планеты, где вращается странный шестиугольный вихрь. В теплое время года он меняет цвет с голубого на золотистый, так как больше солнечных лучей наполняет атмосферу дымкой. Зимы в том мире очень суровые, и в это время года поддают холода великолепные кольца Сатурна. Их тень падает на полушарие, что переживает зиму, еще больше уменьшает им количество тепла. А невероятный процесс смены лета на осень, которая наступит в 2025 году, астрономы запечатлели на снимках с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Эту удивительную картину можно сравнить с изменением цвета листьев на деревьях по мере смены сезонов на Земле. Ученые наблюдали, как происходит охлаждение газового гиганта в конце лета. На снимке низкое тепловое излучение северного полюса Сатурна представлено насыщенным синим цветом, а теплые и яркие участки атмосферы планеты отражены желтым. Контраст температур иллюстрирует фиолетовые области, самые холодные места атмосферы. Уэбб также заметил на северном полюсе Сатурна полярный циклон диаметром около 1500 километров. Этот вихрь окружен областью теплых газов, которые раньше зафиксированы весной космическим аппаратом Кассини. Они сконцентрированы на северном полушарии планеты и получили название северополярного стратосферного вихря. Со временем газы превращаются в теплые ураганы, которые летом бушуют в высоких слоях стратосферы Сатурна. Уран среди всех планет Солнечной системы – самый большой оригинал. Он движется практически на боку и наклонен почти параллельно своей оси вращения. Смена времен года здесь выглядит тоже очень странно. Северное полушарие планеты переживает 21 год темной и холодной зимы, а 21 год, когда длится лето, планету беспрерывно заливает солнечными лучами. Только осенью и весной, которые тоже длятся по 21 году, наконец происходит обычная смена дня и ночи, когда Солнце освещает регионы, десятилетиями не видевшие света. Температура резко меняется, и на Уране начинают бушевать бешеные ураганы. Астрономы давно хотят лучше изучить эти явления на гигантской планете, но пока не повезло. Voyager 2, единственный из космических аппаратов, приближался к Урану. Однако тогда атмосфера планеты выглядела спокойной и однородной. Космическому аппарату не удалось заметить деталей, которые указывали бы на время года в каком-то регионе. Наконец, последняя из планет Солнечной системы. Нептун находится так далеко от нашей звезды, что облетает вокруг нее аж за 165 лет. Наклон оси Нептуна составляет 28 градусов, что сходно с Землей, Марсом, Сатурном.
На планете происходит смена сезонов, и каждый из них длится более 40 лет. Voyager 2 зафиксировал на планете много ярких облаков и штормов, включая гигантский антициклон «Большое темное пятно». Долгое время его не могли толком рассмотреть с наземных телескопов. А когда появился космический телескоп Хаббл и начал исследовать Нептун, оказалось, что пятно исчезло. С тех пор наблюдалось еще несколько подобных циклонов и антициклонов. Астрономы предполагают, что штормы связаны с переходами планеты из одного сезона в другой. И уже удалось кое-что узнать о временах года в южном полушарии ледяного гиганта. Ученые выяснили, что полосы облаков в этой части планеты становятся шире и ярче с 1980-х годов. Астрономы пришли к выводу, что это связано с сезонными изменениями на Нептуне. Сейчас в южном полушарии, по их мнению, царит лето. Увеличение количества солнечных лучей, хотя и незначительное, приводит к размораживанию метана в атмосфере. Осень наступит в этой части планеты в 2045-46 годах, так что мы сможем познакомиться с ней не скоро. Дальше планет в нашей звездной системе нет, но покидать Солнечную систему нам еще рано. Мы продолжаем тур, ведь есть еще Плутон. И хотя он недавно переведен в карликовые планеты, но богат на времена года. Это определяется сильным наклоном оси небесного тела и его невероятно вытянутой орбитой. Год на Плутоне длится 248 земных лет. Ось карликовой планеты наклонена на колоссальные 120 градусов, поэтому сезонные изменения на ней – это настоящий экстрим. Они сопровождаются сильными бурями и резкими перепадами температуры. Плутон переживает все 4 сезона, которые мы знаем на Земле. Какой вы хотите увидеть? Когда Плутон находится в самой дальней точке от Солнца, и его северный полюс обращен к звезде, в северном полушарии лето. Затем, по мере приближения к Солнцу, южный полюс начинает наклоняться к светилу, вызывая осень в северном полушарии. Поскольку южный полюс обращен к Солнцу, а планета движется все ближе к звезде, в северном полушарии наступает зима. Когда Плутон удаляется от Солнца, в северное полушарие приходит весна. И сейчас как раз ее время. Она будет длиться чуть ли не вечно. Весна началась на Плутоне с 1990 года и до сих пор не уступила место следующему сезону. Весна, по словам исследователей, на карликовой планете очень мягкая, как, впрочем, и лето. Осень, наоборот, холодная, зима чрезвычайно суровая и полностью замораживает атмосферу небесного тела. Так что можно выбрать погоду на любой вкус. Определяйтесь, какая вам больше всего по душе. А мы пока отправимся дальше, к экзопланетам, которые вращаются вокруг чужих звезд. Среди них тоже наверняка есть небесные тела с удивительными временами года. Но точно узнать об этом очень тяжело. Многие экзопланеты астрономы наблюдают не напрямую, а транзитным методом, то есть по снижению блеска звезды, когда планета проходит между светилом и наблюдателем. По этим данным не определишь смену сезонов. Однако ученые, зафиксировав множество проходов планеты на фоне звезды, могут сделать некоторые выводы о ее климате. И, конечно, им помогает в этом математическое моделирование. Как, по мнению исследователей, меняются сезоны на экзопланетах? Это зависит от множества составляющих: наклона орбиты, расстояния до звезды, количества солнц в системе, характеристик самой планеты, особенно ее атмосферы. И еще нельзя исключать влияние неожиданных факторов, которых нет в Солнечной системе. Возьмем экзопланеты, которые находятся в обитаемой зоне звезды и теоретически пригодны для жизни. Само по себе это вовсе не гарантирует смену времен года. Примером здесь может служить Венера, которая находится у внутренней границы пригодной для жизни зоны в Солнечной системе. Но времен года в том горячем мире, как мы выяснили, практически нет. Кроме того, вполне вероятны случаи, когда орбита небесного тела имеет огромный угол наклона оси вращения, потому оно лишь частично попадает в зону обитаемости.
Когда подобная экзопланета подходит на минимальное расстояние к своей звезде, то вода на ней закипает, а при максимальном удалении превращается в лед. Во всех этих случаях происходит смена времен года. Но как именно, зависит опять же от огромного количества параметров. Астрономы с уверенностью говорят только то, что лето или зима, в данном случае, охватят сразу всю планету. Еще один фактор, сильно влияющий на смену времен года – тепловая инерция. Планета собирает тепло, когда подходит близко к звезде, а затем при удалении от светила его расходует. Эти запасы энергии, без сомнения, не бесконечны и со временем истощаются. Чтобы затем восполнить тепло, даже при большом количестве солнечного света потребуются недели. Вспомните, как медленно Земля прогревается на нашей планете весной. На практике все это означает, что степень зимней стужи и летнего зноя зависит от времени, в течение которого планета получает определенное количество энергии. Следовательно, продолжительность года также сильно влияет на смену сезонов. Дело в том, что большинство объектов, которые открыли астрономы, вращаются вокруг относительно прохладных красных и оранжевых карликов. С такими звездами многие объекты не успевают достаточно сильно прогреться или остыть. Причем независимо от того, вызвана смена сезонов наклоном экватора к плоскости орбиты или вытянутой орбитой экзопланеты. Чем короче продолжительность года, тем меньше должны быть годовые колебания температуры. Для планет с большим орбитальным периодом теоретически будет наблюдаться противоположная картина. Сезоны там, скорее всего, окажутся не только длинными, но и ярко выраженными. Лето с невыносимо палящим зноем, а зима с безумными холодами. Но это лишь отдельные и вполне предсказуемые закономерности. На самом деле климат экзопланет устроен гораздо сложнее, и его нельзя описать простыми правилами. По крайней мере, для объектов, похожих на Землю, ученым приходится учитывать влияние атмосферы, гидросферы и литосферы. Первые два выступают одновременно как накопитель и переносчик энергии. Чем они мощнее, тем более склонны поглощать тепло, которое затем перераспределяется по планете ветром и течениями. При этом слишком мощная атмосфера может полностью нивелировать сезонные колебания, особенно те, которые вызваны наклоном экватора к плоскости орбиты. Примером может служить опять же Венера. Ее атмосфера, как мы говорили, настолько густа, что ветры мгновенно выравнивают погоду на всей ее поверхности. Суша, в отличие от воды и воздуха, не способна переносить энергию, но аккумулирует ее неплохо. Большие континенты выступают как усилители сезонных колебаний. Они сильно нагреваются летом и охлаждаются зимой. На Земле подобный процесс приводит к образованию континентального климата. При этом температурный разбег наблюдается в диапазонах плюс 30 градусов Цельсия летом и минус 30 зимой даже в низких широтах. Но история нашей планеты подсказывает и противоположное развитие событий. В Триасовом и Юрском периодах на Земле царил тропический рай, а континенты располагались так, что на экваторе и полюсах был океан. Его течения почти равномерно разносили тепло по земному шару. Вследствие этого всюду царил тропический климат, и только у полюсов он сменялся субтропическим и умеренным. В то же время астрономические признаки наступления зимы, короткий световой день в умеренных широтах и полярная ночь в Арктике и Антарктике никуда не исчезали. Сезонные изменения на экзопланетах тоже могут иметь десятки разных комбинаций. Не исключено, что картину изменений времен года в глубинах космоса нельзя отличить от земных. Но, скорее всего, на большинстве экзопланет этот процесс окажется иным. Интереснее всего для космических путешественников, конечно, объекты, похожие на нашу планету. Например, суперземли, которые больше нашего мира, но меньше газовых гигантов Урана или Нептуна. Давайте отправимся в такие невероятные миры и узнаем, сменяет ли там зиму весна или сразу лето, и бывают ли на них вообще времена года. Астрофизики до сих пор точно не знают, насколько похожими на Землю могут быть такие планеты.
Больше выяснить об этом удалось ученым Технологического института Джорджии. В своем последнем исследовании они изучили 2 экзопланеты. Одна из них размером с Землю, а другая является суперземлей. Исследователи уверяют, что эти небесные тела могут иметь стабильные времена года. Первая из экзопланет, Кеплер-186f, менее чем на 10% больше Земли и находится на расстоянии 500 световых лет от нас, в созвездии Лебедя. Этот мир вращается в обитаемой зоне родительской звезды, которая является красным карликом, а второй объект, Кеплер-62f, примерно на 40% больше Земли и находится на расстоянии 1200 световых лет в созвездии Лиры. Астрофизики использовали компьютерное моделирование для определения наклона оси каждой планеты. Результаты показали, что у обоих небесных тел он есть, как и у Земли. Наклон оси стабилен, а значит, на этих Кеплерах стабильные погодные условия. Сильно меняющийся наклон оси, подобный марсианскому, вряд ли позволит поддерживать на планете устойчивый климат. Астрономам неизвестно, обладают ли оба Кеплера спутниками, как наша планета, но расчеты показали, что даже без лун оси вращения Кеплер-186f и 62f способны оставаться постоянными десятки миллионов лет. Это подчеркивает, что на планетах должны быть регулярные времена года и хороший климат. Пара вполне может поддерживать жизнь на своей поверхности, хотя, конечно, не менее важны и другие факторы, такие как вода, тип атмосферы. Астрономы продолжают изучать эти перспективные экзопланеты и заявляют, что они еще могут преподнести сюрпризы. Но пока в нашем представлении Кеплер-186f и 62f остаются спокойными и гостеприимными мирами. На планетах, которые можно назвать настоящим адом, все, конечно, не так. Давайте узнаем об этом, отправившись на расстояние 850 световых лет от Земли, к горячему Юпитеру XO3b из созвездия Жирафа. Нам нужно быть очень осторожным. Ветры, которые достигают сверхзвуковой скорости, могут сбить вас с ног и бесконечно носить по планете. И это лишь один аспект жуткой атмосферы экзопланеты. Горячие Юпитеры – массивные газообразные миры, которые находятся ближе к своим звездам, чем Меркурий к Солнцу. XO3b – типичный представитель подобных гигантов, массой равной почти 12 Юпитерам. Хотя планет подобного типа нет в Солнечной системе, они, похоже, распространены в галактике Млечный Путь. Астрономы хорошо их изучили, но до сих пор не могут дать ответ на вопрос, откуда взялись эти мегагиганты и почему очутились под самым носом у своих звезд. Могут ли существовать подклассы горячих Юпитеров с разной историей образования? Например, формируются ли они вдали от своих родительских звезд или ближе к ним? Первый сценарий лучше соответствует теориям о том, как рождаются планеты в нашей Солнечной системе. Но что заставило супер-Юпитеры мигрировать так близко к своим звездам, остается неясным. Чтобы выяснить, международная команда астрофизиков провела исследование XO3b. Оказалось, что у планеты чрезвычайно растянутая орбита и высокая температура поверхности, которая достигает 2000 градусов Цельсия. В этом аду испаряются все металлы и горные породы. Подобные явления приводят к сезонным колебаниям в сотни раз более сильным, чем земные. Астрофизики наблюдали на горячем Юпитере резкую смену времен года. В этот период на планете бушевали такие ужасные бури, равных которым трудно найти в космосе. XO3b получает в 3 раза больше энергии, когда коротким летом находится ближе к звезде, чем зимой. Однако экзопланета раскалена независимо от сезона, поскольку избыток тепла сохраняется на XO3b в течение всего года. Вполне возможно, что дополнительный жар поступает из недр горячего Юпитера. Еще более интересный вариант представляет собой планеты в системах двойных звезд. Такие миры, подобные знаменитому Татуину из фантастического фильма «Звездные войны»,
на самом деле в космосе не редкость. Астрономы говорят, что примерно половина всех звезд нашей галактики Млечный Путь имеют компаньонов. По характеру орбит Татуины могут относиться к двум разным категориям. Светила P-типа чаще находятся в тесных звездных системах. Они вращаются вокруг обоих светил или, если говорить точнее, их общего центра масс. У большинства P-планет, согласно моделированию, смена времен года будет проходить по привычной нам схеме. Единственным отличием здесь может стать длинное течение года, поскольку путь планеты вокруг двух звезд чаще всего очень велик. К S-планетам относятся те, которые выбрали путь вокруг одной звезды из пары. Обычно их системы представляют собой достаточно широкие области пространства. Расстояние между компонентами в них может измеряться астрономическими единицами. У S-типа на сезонность в основном влияет звезда, вокруг которой непосредственно вращается экзопланета. Ее компаньонка чаще находится слишком далеко, чтобы обладать заметным влиянием. Такая планета должна менять сезоны, как если бы находилась в одинарной системе. А вот в ситуации, когда звезды вращаются друг вокруг друга по эллиптической орбите, все становится гораздо сложнее. В этом случае расстояние между светилами по мере их передвижения будет сильно меняться. И время от времени такой Татуин начнет испытывать значительное влияние второго Солнца. Конкретные сценарии опять-таки зависят от параметров орбит самих звезд и планет, но обычно сезоны в подобных системах длятся несколько десятилетий, а то и столетий. Как бы жилось на невероятных Татуинах? Их обитатели прежде всего могли бы любоваться просто фантастическими небесными пейзажами. Второе светило большую часть суток они бы видели даже днем. При этом в течение нескольких лет вторая звезда росла бы в размере, пока не превратилась бы в большой диск на небе. Ну а потом, удаляясь по орбите, понемногу бы уменьшалась. Но не все будет таким радужным в двухзвездном мире. Его жители не будут знать ночи в сезон, когда первая звезда освещает одну сторону планеты, а вторая противоположную. В другие времена года обе звезды ослепят одну сторону Татуина, причем какая-то из них окажется ближе к планете. Она будет казаться в небе просто гигантом по сравнению с компаньонкой. После этого на планете собьются все циклы дня и ночи. Климат существенно потеплеет, а зима замедлит свой приход. Если же планета расположена чрезвычайно близко к одной из звезд, это сделает ее климат экстремальным. Хотите немного острых ощущений на Татуине? Тогда отправимся на экзопланету Кеплер-413b в созвездии Лебедя. Она вращается на расстоянии 2300 световых лет от Земли, в двойной системе оранжевого карлика Кеплер-413a и красного карлика Кеплер-413b. Это необычный мир, который порадует каждого. Хотя он подходит только тем, кто переносит резкие смены погоды. Да и вот памятка в дорогу. Хотя мы летим на Кеплер-413 ненадолго, возьмите весь свой гардероб. От теплых курток до футболок. Дело в том, что на планете нас ожидает сказочная встреча сразу с 4 временами года, причем практически одновременно. Астрономы пришли к выводу, что в том чудесном мире сезоны меняются каждый день. За 4 дня мы получим их все, как говорится, в одном флаконе. Но это еще не все сюрпризы, которые ожидают нас на невероятной экзопланете. Мало того, что времена года там меняются буквально посуточно, ни одна метеослужба не сможет предсказать, какой сезон наступит на следующий день и к чему готовиться к жаре или морозам. Вечером вы не будете знать, что надеть завтра – шорты либо пальто. Причина, конечно, не в каких-то чудесах, а в безумном наклоне оси вращения этой огромной экзопланеты массой в 65 земных. Кеплер-413b вращается то вокруг оранжевого, то красного карликов с общим периодом в 66 земных суток. Двигаясь по столь странной орбите, планета отклоняется от плоскости вращения ее двойной звезды на 2,5 градуса.
Кроме того, угол наклона оси объекта относительно плоскости орбиты колеблется в диапазоне 30 градусов в течение 11 лет. Это невероятные цифры, которые делают Кеплер-413b похожей на небесную юлу. Она еще быстрее крутится вокруг своей оси, но вот-вот упадет. Все это вызывает в том мире необычайно быструю и беспорядочную смену времен года. Ученые нашли странную экзопланету транзитным методом. Суть его, как мы знаем, заключается в анализе падения яркости звезды, когда по ее диску проходит небесное тело. В данном случае это сразу два светила. Астрономы планируют продолжить изучение Кеплер-413b, когда она в следующий раз появится в поле зрения телескопов. Мы же тем временем отправимся на поиски времен года у других космических объектов. Возможно ли подобные явления где-то кроме планет? Звезды не могут похвалиться сезонными изменениями, по крайней мере, в привычном для нас смысле слова, хотя астрономы открыли одно явление, которое называют сменой сезонов на светилах. Чтобы лучше понять, как все происходит, посмотрим сначала на наше Солнце. Мы часто ругаем свою звезду за ее ветры из заряженных частиц, которые приносят магнитные бури на Землю. Однако наше светило считается очень спокойным по сравнению с другими. Горячие массивные звезды могут вращаться почти в 100 раз быстрее Солнца, в результате чего как бы выталкивают наружу часть своих слоев. Газ вокруг экватора звезды во время этого процесса перемещается дальше от центра и охлаждается сильнее, чем другие части поверхности светила. В то же время полюса остаются горячими и плотными. Подобное явление называется гравитационным затемнением. Вот его астрономы иногда и называют сменой времен года на светилах. Но это не совсем то, что мы сейчас ищем в небе. Так что сезонные туры на звезды отменяются. Ну а как с другими объектами во Вселенной? Трудно, конечно, говорить о временах года в галактике или черной дыре. И все же сдаваться рано. Перетряхнем космос как следует, чтобы найти нужные нам миры. И, наверное, стоит опять вернуться к планетам. Но на этот раз обратим внимание на их маленьких помощников и компаньонов. Вы наверняка догадались, что речь идет о лунах, и только в Солнечной системе их уже найдено почти 300. Некоторые из этих спутников настолько большие, что скорее сродни отдельным планетам. Например, луна Юпитера Ганимед всего на 8% меньше Меркурия. Почему бы таким объектам не иметь собственные сезоны, меняя весну на лето, а осень на зиму? Астрономы говорят, что это вполне реальная картина, и даже, похоже, заметили сезонные колебания на одном из самых крупных спутников Солнечной системы. Однако это не Ганимед, а Титан, одна из 145 лун Сатурна. Титан – самый большой спутник своей планеты и находится от нее очень близко, совершая круг по орбите всего за 16 дней. Большинство планет в Солнечной системе имеют атмосферу, а на многих из них наблюдаются активные погодные системы. Но из лун только Титан может похвастаться тем же самым. К тому же он имеет собственный гидрологический цикл, очень похожий на земной. На нем идут дожди только из метана, а не воды. Осадки текут по поверхности Луны, прежде чем снова испариться в облака. Во время тура на Титан мы также можем столкнуться со знакомыми надпыльными бурями и муссонными дождями. Еще увидим его ветры, туманы и другие метеорологические явления, которыми славится Земля. Разнообразный климат Титана, как и Земли, определяется сезонными изменениями. Это явление обусловлено наклоном оси вращения, из-за которой меняются сезоны. Сатурн и Титан делают оборот вокруг Солнца один раз в 29 лет. Таким образом, каждый из сезонов на спутнике длится более 7 лет, то есть переход от одного времени года к другому происходит очень медленно. Представляете, как бы мы жили на Титане? Не пришлось бы часто менять летний гардероб на земной. За долгое лето все загорели бы до цвета темной бронзы. Конечно, устали бы от обилия света, но адреналин от энергии окружающей среды все равно бы зашкаливал.
А зимой мы постепенно превратились бы в некие подобия привидений, бледных и заторможенных. Меланхолия и депрессия зашкаливали бы, особенно в конце 7-летнего цикла холодов. Но мы не переселяемся на Титан, а только хотим ознакомиться с ним. Какой сезон подойдет для этого лучше всего? После долгих исследований ученые пришли к выводу, что у Титана есть 4 времени года, как и на Земле. Чтобы больше узнать об этих явлениях, астрономы отправили к спутнику космический аппарат Кассини. Корабль сфотографировал на поверхности Луны странное блестящее пятно площадью более 120 тысяч квадратных километров. Его не было на предыдущих изображениях, оно не появилось и на более поздних снимках. Что это был за таинственный след, который внезапно возник, а после исчез как призрак? Астрономы считают, что аппарат, скорее всего, сфотографировал метановый весенний дождь. Иногда он заканчивается чудесными радугами, которые возникают в результате взаимодействия капель метанового дождя и солнечного света. Хотите попасть в весну и удивить, и увидеть эти потрясающие явления своими глазами? Тогда запаситесь очками ночного видения. Зрелище наверняка окажется потрясающим. Лучам солнца на Титане тяжело пробиваться сквозь плотную атмосферу. Поэтому там более распространен инфракрасный тип радуги. Не менее живописным будет и лето. В это время года плотные облака постепенно скапливаются в полярных регионах Титана. Реакция между атмосферным азотом и метаном приводит к появлению необычной дымки в верхних слоях атмосферы. Она состоит из органических молекул, часть которых оседает на поверхности Луны. Отдельно следует рассказать о том, как обстоит дело со сменой сезонов на экзолунах. Растянутая орбита и продолжительность года влияют на их сезонные изменения, как в случае с планетами. Но кроме того, придется учитывать угол между орбитами спутника и планеты. Положение оси вращения экзолуны остается неизменным относительно плоскости ее орбиты, которая наклонена к планете. Спутник совершает оборот вокруг своего старшего партнера в течение нескольких суток или недель, и все это время освещенность полушарий должна меняться. Количество света зачастую определяет на Луне явления, похожие на смену зимы на лето или наоборот. На их периодичность будут влиять погодные изменения, связанные с наклоном спутника к планете, то есть маленький лунный цикл смены сезонов в разные времена большого года может меняться. Судя по всему, времена года на экзолунах должны оказаться разнообразными и живописными. Представить подобные спутники тоже несложно. Помните Пандору из фильма «Аватар»? Это как раз оно самое. Но куда лучше совершить сезонный тур? Полистаем каталоги астрономов. В них нет экзолун. Как такое может быть? Уже открыто более 5000 экзопланет, и трудно представить, что все они обходятся без спутников. Ученые говорят, что с экзолунами все сложнее. Так практически невозможно засечь транзитным методом мизерные изменения, вызванные маленьким объектом. Прямое наблюдение с помощью телескопов тоже неэффективно. В ярком свете родительских звезд трудно различить даже экзопланеты. Тем более в лучах светил тонут маленькие темные луны. И все же их поиск ведется. Возможно, необычный спутник есть у газового гиганта ВАСП-12b из созвездия Возничего, в 870 световых годах от Земли. Экзопланета приблизительно в 1,74 раза больше Юпитера, с температурой поверхности 1500 градусов Цельсия. ВАСП-12b раскаляет близость родительской звезды, от которой планета находится на расстоянии всего в 0,03 астрономической единицы. Несколько кандидатов в формирующиеся экзолуны недавно нашли и у еще одного газового гиганта – PDS-70c. Он находится в системе молодой звезды PDS-70, созвездия Центавра, в 400 световых годах от нас. Теоретически может быть спутник у планеты из тройной звездной системы HD 188-753 в 146 световых годах от Земли. Что может быть удивительнее пейзажа с тройными закатами или восходами на такой экзолуне? Времена года на ней, вероятно, будут быстро меняться из-за воздействия сразу 3 светил.
Наш тур показал, что времена года делают любой объект, будто планета или спутник, более динамичным и разнообразным. Такие миры с определенной периодичностью то замерзают, то плавятся от жары, распадаясь буквально на атомы. А планета или ее Луна с устойчивой погодой и сменой сезонов могут оказаться удобными для возникновения жизни. Именно стабильный климат позволил на Земле процветать множеству различных видов существ. Нам кажется, что ничего круче природа уже не придумает. Но у нее безграничные возможности. На другом небесном теле с иными условиями времена года могут оказаться какими угодно. Например, планета с крайне нерегулярной орбитой или очень медленным вращением способна создать чрезвычайно сложную сезонную картину и более 4 времен года. Сейчас ученые проводят новые исследования, чтобы это выяснить. Надеемся, они найдут сказочный мир с необыкновенными временами года. Идеальное место, чтобы совершить туда очередной сезонный тур. Мы, космические путешественники, обожаем исследовать глубины Вселенной. Но своя Солнечная система все-таки ближе и интереснее. Астрономы уже неплохо изучили наш звездный мир, и мы можем видеть его в многочисленных моделях. Одна из самых примечательных находится в штате Мэн и тянется на 40 миль, то есть почти на 65 километров. В центре нее находится искусственное Солнце, а Земля расположена в миле от этого светила, или в 1,6 километра, что равно в модели астрономической единице. Внешняя в Солнечной системе карликовая планета Плутон в 40 милях. По мере открытия карликовых планет их вносят в этот огромный макет, так что он постоянно растет. Но в модели по-прежнему остается 8 планет, а 9, которая служит предметом многочисленных дискуссий, там нет. Давайте узнаем, что не так с этим неуловимым призраком и почему астрономы решили, что он вообще существует. Нам предстоит пройти сложный квест, где планеты прячутся, погибают и вновь возникают на небосводе, как после некой реинкарнации. Их возвышают на пьедестал и вскоре оттуда свергают. В нашем космическом путешествии мы окунемся в самый водоворот этих событий и, возможно, отыщем чудесную 9-ю планету или хотя бы нападем на ее след. Ученые давно заявляют о существовании 9-й планеты. Это гипотетическое небесное тело они обычно размещают за пределами Нептуна, в далеком поясе Койпера, который по форме напоминает пончик. Там, на окраине Солнечной системы, вращаются тысячи мелких ледяных объектов, оставшихся после формирования нашего мира 4,5 миллиарда лет назад. В другой подобной структуре Солнечной системы, поясе астероидов между Марсом и Юпитером, их в 20 раз меньше. Сейчас астрономам точно известно более 1077 таких ледышек. Именно пояс Койпера считают основным поставщиком комет, которые периодически бомбардируют Землю. Ученые давно исследуют замерзшие небесные тела этого региона, которые называют транснептуновыми. Долгое время в их общей массе невозможно было заметить что-то особенное. А вот при детальном изучении орбиты каждого объекта выявилась закономерность, которая очень удивила астрономов. На первый взгляд, ледяные сосульки пояса Койпера двигались по пространству хаотично, совсем как стадо овец на огромном пастбище. Однако при более внимательном наблюдении становится заметно, что они ведут себя упорядоченно, будто ледяным стадом управляет некий космический пастух. Исследования показали, что на его роль не подходит Нептун или другие планеты Солнечной системы. Они находятся слишком далеко от пояса Койпера. Их силы притяжения не хватит, чтобы собрать разрозненные ледышки на окраине нашего мира в единый кластер и придать систему их движению. Но если предположить, что за транснептуновыми объектами находится небесное тело массой в несколько раз больше земной, то все меняется. Крупный объект может подчинить более мелких соседей своей гравитацией, и тогда пазл пояса Койпера полностью складывается. Недавно астрофизики провели новые исследования в этом направлении.
Они буквально поштучно изучили многочисленные сосульки пояса Койпера, которые сейчас известны. По словам исследователей, все предположения о неизвестной планете на окраине Солнечной системы подтвердились. Именно она является недостающим звеном, чтобы наш мир окончательно сложился в единый пазл. В разные периоды астрономы примеряли на роль недостающего звена те или иные небесные тела. Их возводили в ранг легендарной 9-й планеты, которую все так мечтали отыскать. А потом, когда что-то не сходилось, отбрасывали неверную составляющую и начинали погоню за следующей. Плутон дольше всех продержался в роли 9-й планеты с 1930 по 2006 год. С него мы и начнем наш квест, и сразу попадем в удивительный мир. Он, как и Уран, вращается практически лежа на боку. Кроме того, Плутон движется вокруг нашей звезды не в одной орбитальной плоскости с другими планетами, а под углом 17 градусов. Гравитация же там настолько слаба, что баскетболистам пришлось бы вешать кольца на высоту где-то 45 метров, и то допрыгнуть до них оказалось бы чрезвычайно легко. Наконец, Плутон вращается вокруг звезды по безумно эксцентричной, то есть вытянутой орбите. Ему нужно аж 248 земных лет, чтобы завершить один оборот вокруг Солнца. Он удаляется от светила в 50 раз дальше Земли, а затем притягивается ближе Урана. Солнце на нем встает на закате и садится на востоке, а воды на Плутоне в 3 раза больше, чем во всех земных океанах. Особенно огромный ледник, покрывающий чуть ли не четверть поверхности планеты, по форме очень напоминает сердце. Достопримечательности Плутона, которые наверняка восхитят космических путешественников, еще можно долго перечислять. Однако мы не будем долго продолжать квест по этому удивительному миру. Со временем ученые все больше сомневались, что он годится в 9-е планеты. Плутон казался им слишком маленьким и непригодным для роли пастуха ледяного стада на огромной территории пояса Койпера. По мере совершенствования телескопов за Нептуном было обнаружено еще несколько крупных объектов, подобных Плутону. После этого астрономы ввели новый класс небесных тел – карликовые планеты. В данную категорию перевели и Плутон. Почему его вычеркнули из числа полноценных планет? Он не отвечает всем нужным параметрам. Если говорить коротко, Плутон достаточно велик, чтобы принять необходимую планете сферическую форму. Но он слишком мал, чтобы очистить окрестности своей орбиты от более мелких небесных тел, таких как кометы и астероиды. Наверное, Плутон сильно бы расстроился, узнав о решении жителей Земли. Стать карликовой планетой вместо полноценной – это, согласитесь, понижение космического статуса. Зато решению наверняка порадовалась Эрида, еще одна карликовая планета в поясе Койпера. Когда Плутон вычеркнули из кандидатов на 9-ю планету, в 2005 году ее возвели на освободившийся пьедестал, что представлял из себя новый вариант незнакомки. По размерам и температуре Эрида сравнима с Плутоном. Она сплошь покрыта очень белым метановым льдом, однако не похожа на сказочную Белоснежку. Эрида отличается более серым цветом, которые придают ей примеси этанового и этиленового льда. Исследования астрономов показывают, что тонкий слой замерзших газов на ее поверхности может образовать временную атмосферу. Только триумф Эриды длился недолго. Уже в 2006 году ученые решили, что это небесное тело не соответствует нужному списку требований. А больше подходящих кандидатов на роль 9-й планеты в поясе Койпера не нашлось. Это, конечно, не означает, что наш квест подошел к концу и дальше двигаться некуда. Мы отправляемся на поиски 9-й планеты. Вы не поверите, обратно к Плутону. Новый старый маршрут для нас разработал американский планетолог Пол Бирн. По мнению ученого, астрономам давно стоит пересмотреть представление о том, какой объект можно назвать планетой, а какой нет. И этого звания наверняка достоин Плутон, который является самым крупным небесным телом в поясе Койпера. Но даже критерий величины, по словам ученого, не идеален.
Он имеет смысл, например, для пары Земля-Луна. Здесь сразу ясно, где основной объект, а где его спутник, поскольку наша планета в 81 раз массивнее Луны. А вот если бы планета каким-то образом переехала к Нептуну, то ситуация тут же кардинально бы изменилась. И не в нашу пользу. Гравитация огромного Нептуна тут же притянула бы Землю, и ее пришлось бы переводить в спутники ледяного гиганта. Также астрономы при присвоении статуса крупному небесному телу, как считает планетолог, не обращают внимания на его геологию. Это хорошо видно на примере Плутона. С 2015 года, после того, как к нему подлетел аппарат «Новые горизонты», ученые поняли, что геологически это очень сложный мир. У него есть высокие горы, огромные ледники, толстая ледяная кора, активно происходят различные геологические процессы, а значит, Плутону нужно вернуть статус планеты. С другой стороны, если учитывать геологические критерии, то в таком случае можно признать планетой самый большой спутник Солнечной системы – Ганимед, который больше Меркурия. У этой Луны Юпитера есть магнитосфера, на ней идет бурная геологическая деятельность, и, возможно, под поверхностью скрывается огромный океан. По словам Бирна, проблема с возвращением Плутону предыдущего статуса состоит лишь в том, что это приведет к цепной реакции. Вместе с ним придется признать планетами и многие другие крупные объекты в Солнечной системе. То есть у нас появится добрая сотня новичков. А это, как считают многие ученые, уже чересчур. Так что же делать? Бирн уверен, что нет смысла разделять объекты четко на категории, ведь во Вселенной все работает иначе. У Плутона намного больше общего с Марсом, чем у Марса с Сатурном, но последние называют планетами, а Плутон записали в карлике. Исключение его из списка планет, по убеждению исследователя, было ошибкой, но пока все остается как есть. В любом случае, большинство ученых сходятся во мнении, что 9-я планета должна быть значительно массивнее, чем Плутон. Ее появление было бы вполне естественным событием в нашей звездной системе. Однако есть одна проблема. Солнечная туманность должна быть слишком исключительной, чтобы в ней могла сформироваться огромная планета на такой далекой и эксцентричной орбите. Многим ученым подобное развитие событий кажется нереальным. Скорее, судьба 9-й планеты была намного ярче, но трагичнее. Незнакомка вполне возможно сформировалась ближе к Солнцу, а затем была выкинута Юпитером или Сатурном на окраину звездной системы. Событие могло произойти в период между 3 и 10 миллионами лет после формирования Солнечной системы. Если при этом 9-я планета представляет собой газового гиганта, то современное понятие строения и стабильности моделей Солнечной системы становится в 20 раз надежнее. Такие результаты показали расчеты ученых обсерватории Лазурного берега во Франции. Согласно их теории, Юпитер действительно сформировался гораздо ближе к Солнцу, чем сейчас. Позже он решил переехать подальше от раскаленной звезды, но газовый гигант мог выйти на свою современную орбиту только скачком, вытолкнув достаточно массивный объект, который перекрывал ему путь от Солнца. Поскольку Уран и Нептун находятся на круговых и устойчивых орбитах, Юпитер явно пнул не их. Иначе из-за встряски гиганты вряд ли продолжили бы вращаться по кругу. Следовательно, Юпитер должен был выбросить на границу Солнечной системы неизвестную ранее планету. Судя по тому, что орбита жертвы газового гиганта после удара, скорее всего, сильно вытянулась, это вполне может оказаться 9-я планета. Вместе с тем, в моделях ученых существует вариант, в котором незнакомка была навсегда вытолкнута из Солнечной системы. Она превратилась в вечного изгоя, который без конца странствует по холодному космосу и не может прибиться к какой-то звезде, согревшись под ее лучами. Хотя вероятность подобного развития событий составляет максимум 15%, все же ее не следует исключать. Как, впрочем, и все другие гипотезы невероятной жизни и приключений 9-й планеты.
Так она могла сформироваться в другой звездной системе, которая однажды сблизилась с солнечной. И тут 9-я планета проявила непостоянство, поменяв свою родительскую звезду на нашу. В моделях ученых это происходит в ранние моменты формирования Солнца. Тогда оно вместе с другими звездами только-только образовалось в общем облаке, и все светила еще не успели отделиться друг от друга. В то время у родительской звезды могло не хватить гравитации, чтобы удержать 9-ю планету, и она попала под влияние проходящего достаточно близко молодого Солнца. Еще 9-ю планету могли вытолкнуть с насиженного места ее соседки. После этого она оказалась на орбите слишком вытянутой по отношению к своей звезде, а Солнце, пролетая мимо, просто воспользовалось ситуацией, чтобы расширить свою планетную систему. Позже наше светило вышло из звездного скопления, в котором родилось, и 9-я планета осталась на его орбите. Однако для такого сценария требуется выполнение нескольких условий, которые ученые выявили при компьютерном моделировании. Звезды в кластере должны двигаться только с низкими скоростями, около 1 км в секунду. Солнцу нужно проходить на расстоянии около 150 астрономических единиц от родительской звезды 9-й планеты, а самой перебежчице необходимо находиться примерно в 100 астрономических единицах от нашего светила. При иных условиях Солнце не смогло бы преодолеть силу притяжения родительской звезды 9-й планеты. Согласитесь, слишком много составляющих, чтобы сложиться в единый кейс. Ученые дают этой теории мало шансов, вместе с тем полностью ее не исключая. Но есть еще и более экзотическое предположение. В 2019 году американские астрономы выдвинули теорию, благодаря которой объясняются многие эффекты микролинзирования в направлении Баалджа Млечного Пути. Их создает небольшая черная дыра с массой в 5 земных и радиусом 4,5 сантиметра. Она сформировалась в ранней Вселенной и была захвачена гравитацией Солнца. Как раз эту дыру ученые многое время и принимали за 9-ю планету. Впрочем, подобная теория пока не популярна среди астрономов. Намного больше приверженцев у гипотезы, что в поясе Койпера все же скрывается планета. Так что наш квест продолжается. Где следует искать таинственную незнакомку? Чтобы лучше сориентироваться, давайте составим ее предполагаемый портрет. Астрономы с помощью моделей и расчетов уже сделали некоторые зарисовки. С самого начала предполагалось, что 9-я планета движется по эллиптической орбите вокруг Солнца во много раз дальше Нептуна. Это очень далеко, и поиск усложняет предполагаемый ее наклон по отношению к эклиптике аж на 30 градусов. Однако ученые считают, что зонд мог бы долететь до таинственного небесного тела всего за 20 лет. Секрет в том, что для этого можно использовать метод Пращи, раскрутив аппарат вокруг Солнца. Но пока это только планы. Кроме того, позже было высказано мнение, что 9-я планета находится гораздо дальше от нас. В этом случае добраться до нее или даже поймать с помощью телескопа будет намного сложнее. По массе 9-й планеты в научном мире пока тоже нет единого мнения. Прежде всего, как считают астрономы, все зависит от ее строения. Незнакомка может состоять из газа и вместе с тем быть немного похожей на Землю. Вполне возможно, небесное тело нарастило газовую оболочку на твердом скалистом ядре. Также планета может оказаться примерно в 10 раз массивнее Земли и быть схожей по размеру с Ураном, самым маленьким гигантом Солнечной системы. Его диаметр немного больше, чем у Нептуна, и примерно в 4 раза превышает земной. Астрономы уже нашли в космосе небесные тела подобного размера. Они довольно редкие и относятся к классу горячих Нептунов. Эти экзопланеты выбрали место буквально вплотную к своим звездам и ужасно раскалены. Так, в 1000 световых лет от Земли астрономы обнаружили NGTS-14AB, которая, похоже, чересчур переувлекалась своей звездой, похожей на Солнце.
Экзопланета находится в 10 раз ближе к светилу, чем Меркурий к Солнцу, и делает оборот вокруг него всего за 3,53 дня. Ее поверхность просто плавится при температуре более 800 градусов Цельсия. А низкая плотность говорит о том, что экзопланета от этого лишилась своей атмосферы. Ее трудно представить на краю Солнечной системы, где не грозит солнечный удар, зато наверняка сразу промерзнешь до костей. Однако 9-я планета могла сформироваться, слипнувшись из мелких осколков астероидов и планетиземалий. В этом случае она постепенно набирала массу и стала такой, как Земля, со скалистой, твердой поверхностью. Только в моделях ученых она выросла значительно больше нашего мира. Такие небесные тела называются суперземлями, средними по массе между Землей и Ураном. Суперземли часто встречаются у других звезд. Недавно астрономы нашли один из подобных миров – Gliese 876d, всего в 15 световых годах от Земли. Чтобы не замерзнуть, он приютился буквально на ближнем дворе своего маленького прохладного красного карлика. Если удастся опуститься на ее горячую поверхность, то небесные виды оттуда откроются потрясающие. С поверхности планеты красный карлик покажется нам гигантом. Он будет смотреться как огромный огненный шар, диаметром примерно в 24 раза больше Солнца в земном небе. От близости светила температура планеты должна составлять примерно от 200 до 400 градусов Цельсия, что значительно выше точки кипения воды при атмосферном давлении Земли. Хотя, возможно, этот показатель ниже, если у Gliese 876d есть достаточно толстая атмосфера без сильного парникового эффекта. Астрономы называют эту экзопланету, которая в 6 раз массивнее нашего мира, гибридом Земли и Урана. Такие трансформеры могут встречаться не только вблизи от звезд, но и в ледяной зоне своих светил. Gliese 876d очень близко от нас, что облегчит ученым дальнейшее ее изучение. Но если 9-я планета действительно окажется суперземлей и найдется в поясе Койпера, у них внезапно появится шанс сделать все еще быстрее. Правда, 9-я планета по-прежнему не хочет даваться нам в руки. В новом исследовании астрономы из Калифорнии подтвердили предположение о том, что незнакомка движется по невероятно вытянутой орбите в самой внешней части Солнечной системы. В этом случае хорошо объясняются необычные орбиты как минимум 5 больших ледяных объектов в поясе Койпера. 9-й планете, по расчетам ученых, требуется от 5 до 10 тысяч лет, чтобы обернуться вокруг Солнца. Найти объект на такой уникальной орбите очень сложно. Впрочем, не будем забывать, что прогноз основан на детальном математическом и компьютерном моделировании, а не на прямом наблюдении. Проблема с изучением далеких уголков нашей звездной системы заключается в том, что туда доходит очень мало солнечных лучей. Мелкие объекты в регионе едва подсвечены Солнцем, и 9-я планета может оказаться в 600 раз тусклее Плутона. Астрономам бывает гораздо проще рассмотреть светила в далеких галактиках, чем обнаружить объекты у нас под самым носом. Это на пределе возможностей зрения самых больших телескопов Земли. Но, как говорят специалисты, современные обсерватории в состоянии справиться с задачей. Хотя, представляете, какой огромный кусок неба придется потрясти в погоне за небесным телом с безумно длинной орбитой? Если сузить поиск, то пройти этот квест наверняка станет легче, и команда американских ученых поставила своей целью решить эту задачу. Неуловимая незнакомка в сети астрономов так и не попалась. Однако исследование подтвердило, что 9-я планета находится невероятно далеко, на расстоянии не менее 500 астрономических единиц от Солнца. Что касается массы загадочного мира, то ученые считают, что он в 6,6 раза больше земного. Но главное, американские исследователи точнее определили место, где может прятаться 9-я планета. Им помогли данные автоматического телескопа Pan-STARRS на Гавайях.
Благодаря этому удалось охватить самый большой на сегодняшний день регион неба. Чтобы исключить неподходящие орбиты, астрономы выискивали в небе яркие объекты, которые каждый месяц меняли положение. Все они не соответствовали положению девятой планеты. Однако, насколько надежен при исследовании был сам алгоритм, чтобы это проверить, авторы работы ввели в систему данные более 50 тысяч ложных девятых планет. Результаты получились по-настоящему крутыми. Система обнаружила 99,9% подделок. Это позволило астрономам утверждать, что они эффективно прочесали космические окрестности и почти наверняка не пропустили бы в том или ином регионе нужную цель. Таким образом, исследование позволило исключить более 87% областей пространства, где поиск девятой планеты бесперспективен. Осталось лишь 23% территории окраин Солнечной системы, в которой неуловимая незнакомка может скрываться от телескопов. Однако сами ученые не считают результат таким уж радужным. Область для поиска девятой планеты все еще остается очень широка. Тем не менее, американские астрономы прогнозируют, что девятую планету удастся обнаружить в ближайшие год или два. Но в научном мире многие относятся к подобным прогнозам скептически. Немало астрономов вообще считают ложной идею о существовании девятой планеты. Причина в том, что ее снимок до сих пор не удалось получить ни в одном спектральном диапазоне. Можно, конечно, предположить, что наши телескопы для этого все же слишком слабы, но на самом деле все не так. Еще в 2009 году в космос был запущен космический корабль «Вайс», который представлял собой чрезвычайно чувствительный инфракрасный телескоп. Он просканировал все небо и обнаружил множество коричневых карликов на расстояниях, измеряемых световыми годами. Некоторые из этих карликов совсем немного превышают размером Юпитер и очень тусклые. Трудно поверить, что космический телескоп заметил их далеко в космосе, а девятую планету, гиганта, расположенного в 1000 раз ближе, не увидел. Астрономы утверждают, что почти наверняка на расстоянии менее 100 астрономических единиц в Солнечной системе нет ничего размером с Землю или больше. На таком отдалении астрономы видят гораздо меньшие объекты. Кроме того, точные наблюдения орбиты Сатурна космическим аппаратом Кассини позволяют предположить, что девятая планета не могла находиться вблизи от этого гиганта. Не зарегистрировано даже мизерного влияния какого-то неизвестного небесного тела на орбиту Сатурна. Правда, эти данные в целом до конца не доказывают и не опровергают существование девятой планеты. Остается небольшой шанс, что загадочная незнакомка все же существует, только она довольно мала и сейчас находится в положении максимально удаленном от Солнца. Ученые решили использовать этот шанс, пытаясь найти, если не саму девятую планету, то хотя бы неопровержимые доказательства ее существования. Так, в 2022 году было высказано предположение, что метеор CNEOS 2014-0108 мог выйти на орбиту, пересекающую Землю, после пролета мимо девятой планеты. Астрономы отследили путь этого небесного камня обратно во времени. Если расчеты верны, то в настоящее время девятая планета прячется в созвездии Овна. Астрономы ищут дополнительные доказательства этой удивительной гипотезы, а мы продолжаем наш квест. На поиске девятой планеты он не заканчивается. Астрономы тщетно пытаются найти целую компанию миров, которые раньше принадлежали нашей звезде или даже находятся в зоне ее влияния до сих пор. Одна из них, Тея, возможно, отличалась яркой, но трагичной судьбой. Она предпочла погибнуть в яркой катастрофе, сделав на прощание незаменимый подарок человечеству. Все произошло на ранней стадии формирования Земли, когда наша планета сумела набрать примерно 90% нынешней массы. В те времена наша Луна, чья родословная пока точно неизвестна, возможно, появилась в небе после огненного взрыва.
Сначала Тею считали планетой-изгоем, которая однажды неудачно залетела на огонек к Солнцу и столкнулась с Землей. Однако недавно команда американских геофизиков провела масштабное исследование, которое внесло большую ясность в происхождение Теи. Это небесное тело размером примерно с Марс оказалось не изгоем. Планета наш близкий родственник, поскольку родилась в одном протопланетном диске с Землей. Но когда обе подросли, что-то пошло не так, и родственницы столкнулись друг с другом. В результате выделилось колоссальное количество энергии, примерно в 100 миллионов раз больше, чем при падении астероида, уничтожившего динозавров 66 миллионов лет назад. Земля оказалась больше и крепче. Она закрутилась в бешеном танце, совершая один оборот за 5 часов, причем с большим наклоном оси вращения. Несмотря на это, наша планета выдержала удар, а вот Тея развалилась, заполнив пространство вокруг себя огненными обломками. Они образовали вокруг Земли великолепные кольца, как у Сатурна, которые в конечном итоге слеплись в Луну. Такой сценарий хорошо объясняет известные факты о строении нашего спутника и параметры системы Земля-Луна. Но он возможен только в случае, если Тея ударила наш мир по касательной, иначе Земля тоже разлетелась бы на куски. Этот момент ученые долгое время считали маловероятным. Однако более поздние модели показали, что такое развитие событий теоретически вполне возможно. Огромную планету, которая в далеком прошлом могла быть пятым гигантом нашей звездной системы, постигла не менее трагичная судьба. Исследователи из США недавно провели моделирование эволюции орбит планет Солнечной системы. Результаты показали, что в самую раннюю пору Юпитер находился гораздо дальше от Солнца, чем сейчас. Переместиться ближе газовый гигант мог только за счет вытеснения каких-то малых небесных тел за пределы системы. Но это привело бы к грандиозной катастрофе в нашем мире. Если бы гигант передвигался медленно, он столкнул бы Землю с Марсом или Венерой. А если бы Юпитер совершил один бешеный прыжок, то вытолкнул бы с орбиты Уран или Нептун. Однако ничего такого не произошло. Но это не значит, что теория перемещения Юпитера ближе к Солнцу ошибочна. Если допустить, что в момент зарождения Солнечной системы газовых гигантов было не 4, как сейчас, а 5, то все становится на свои места. Тогда пятая планета из этой компании во время путешествия Юпитера была вытеснена на очень удаленную орбиту, либо за пределы Солнечной системы. Ученые говорят, что это вполне реальная ситуация. Ее подтверждает огромное количество планет-изгоев в Млечном Пути. Они, как темные лошадки, в небе почти незаметны. Однако в поле зрения астрономов попало уже много любительниц одиноких путешествий. Недавно международная команда из Японии и США нашла сразу 10 небесных скиталец благодаря методу микролинзирования. Так называют кратковременное искажение света далекой звезды, когда планета проходит между этим светилом и наблюдателем. Ученые выяснили, что все изгои родились в обычных планетарных системах, но вскоре их выбросило прочь гравитацией крупных соседок или звезд, которые по каким-то причинам оказались рядом. Такая же судьба, возможно, постигла и пятого газового гиганта, которого Юпитер жестоко изгнал из Солнечной системы. Но все может быть и круче. В Солнечной системе, предположительно, есть еще одна планета, которая жива и невредима, и даже настолько бодра, что с огромного расстояния закидывает нас космическими снежками. Ученые из Университета Луизианы вычислили, что на дальних рубежах Солнечной системы должен существовать некий странный гигант. Он еще дальше от звезды, чем гипотетическая девятая планета. Согласно расчетам, неизвестный объект выбрал для места жительства самую окраину Солнечной системы, за облаком Оорта. Оно, как огромный пузырь изо льда и пыли, окружает наш мир. Облако можно назвать настоящей стоянкой долгопериодических комет.
Тем, которым требуется от 200 до нескольких тысяч лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Фактически эти кометы и являются самым надежным доказательством существования облака Оорта. Оно расположено в 50-100 астрономических единицах, то есть приблизительно в 1 световом годе от Солнца. Это составляет четверть расстояния от Земли до Проксима Центавра, ближайшей к нам звезды. Из-за удаленности регион плохо изучен, и периодически всплывают истории о том, что он скрывает от астрономов таинственные объекты. Долгое время астрономы считали, что там прячется от телескопов компаньон Солнца, составляющий с ним двойную систему. Предполагалось, что это небольшая тусклая звезда, возможно, красный или коричневый карлик по имени Немезида. Но окончательно определить природу объекта было невозможно. Последний раз он пролетел на сравнительно небольшом расстоянии от Солнца, примерно 30 миллионов лет назад. В настоящее время, после дополнительных исследований, астрономы склоняются к мнению, что это планета, а не звезда. Ей даже дали имя Тихе и вычислили, что она как минимум в 1,4 раза крупнее Юпитера. Из-за ее гравитации к нам залетает примерно 20% всех ледяных комет, часть из которых достигает диаметра 2 километров. Если однажды Тихе запустит таким гигантским ледяным камнем прямо в Землю, то нашей планете не сдобровать. Эта ледяная скала теоретически способна полностью уничтожить жизнь на Земле. Пояс астероидов тоже, возможно, скрывает очень большой секрет. Это целая планета, гипотетический Фаэтон. На ее существование в прошлом указывает большой разрыв между орбитами Марса и Юпитера. Ученые десятилетиями спорят, передвигался ли в этом регионе небесный Фаэтон и как он сошел с пути. Чаще всего высказывается мнение, что он был разрушен, причем даты гибели планеты обычно связывали с какими-то катаклизмами в геологической истории Земли. Так, некоторые исследователи считают, что динозавров уничтожил именно обломок Фаэтона. Оценки времени разрушения гипотетической планеты сильно разнятся. Ученые называют даты от 3,5 миллиардов до 12-25 тысяч лет назад. Основная версия состоит в том, что Фаэтон жестоко уничтожили соседние планеты. Просто решили поиграть в нечто подобное перетягиванию каната, в качестве которого использовали маленького соседа. Огромный Юпитер со страшной силой тащил Фаэтон к себе, изменяя траекторию его движения. А с противоположной стороны планету пытался перехватить с помощью своего гравитационного поля Марс. Еще один трагичный сценарий судьбы Фаэтона связан с Марсом. Обе планеты решили устроить в небе парад, однако не рассчитали силы. Небесные тела сблизились на опасное расстояние, а затем столкнулись. Меньший по размерам Фаэтон в результате удара разлетелся на части. Но самой удивительной, наверное, является гипотеза, в которой Фаэтон представлен таким себе небесным зомби. Он выжил после смертельного столкновения с Юпитером, Марсом или каким-либо другим небесным телом. Подобное предположение международная команда астрофизиков сделала на основе анализа данных зондов «Пионер» и «Вояджер» с окраин Солнечной системы. Космические аппараты столкнулись там с аномалией. Они отклонялись от заданных траекторий из-за вмешательства неизвестного объекта. Сила воздействия невидимки на зонды вполне соответствует гравитации Фаэтона. По предположению исследователей, после столкновения с Юпитером его вынесло куда-то за Плутон, и там он пребывает до сих пор. Впрочем, его не записывают в теоретические 9-е планеты Солнечной системы, потому что этот сценарий пока больше ничем не подкреплен. На задворках Солнечной системы может существовать еще одна гипотетическая планета. Видимо, ей не сладко живется на периферии, и она готовит месть более удачливым планетам. Это загадочная Нибиру, которая время от времени всплывает в различных научных теориях еще с 1995 года.
Сама идея о существовании Нибиру основывается на упоминаниях о ней в мифах древних шумеров, которые возникли тысячелетия назад. Согласно легендам, подобная блуждающая планета уже прилетала в Солнечную систему и частично разрушилась, благодаря чему появился пояс астероидов. Но после катастрофы ей удалось сохраниться в качестве единого небесного тела, создав хаос в Солнечной системе и пострадав сама, Нибиру, как ни в чем не бывало, продолжила свое путешествие по космосу. Когда-то она вернется назад, и тогда нашему миру может не поздоровиться. Эта теория больше считается околонаучной, однако в последнее время ею заинтересовались ученые. Астрофизики из Великобритании считают, что столкновение Земли с Нибиру возможно, хотя очень маловероятно. То есть шанс, что это блуждающее небесное тело вновь появится в наших краях, ничтожно мал. Но лучше, чтобы его вообще не было. Ученые создали компьютерную модель, в которой планета, похожая на Землю, внезапно влетает в нашу звездную систему и тормозит где-то на орбите между Марсом и Юпитером. Результаты показали, что последствия для Земли действительно будут очень плохими. Наша планета может сойти с орбиты или полностью разрушиться при столкновении с незваной гостьей. А идею еще одной гипотетической планеты нам, можно сказать, подкинула Луна. Астронавты американских миссий «Аполлон» привезли с нашего спутника целую коллекцию камней. После исследований материала выяснилось, что некоторые из них образовались вследствие плавления горных пород. Подобный процесс происходит, когда астероид попадает в Луну и генерирует достаточно тепла, чтобы расплавить камень. Ученые использовали радиометрическое датирование, чтобы оценить, когда остыла порода. Результат их просто ошеломил. Камни оказались настоящими небесными долгожителями, возрастом 3,8–4 миллиарда лет. Судя по всему, в тот период, который назвали поздней тяжелой бомбардировкой, на Луну упало множество комет и астероидов. Масштабные нападения на наш мир космических валунов регулярно происходили в первые миллионы лет жизни Солнечной системы. Но потом они неожиданно закончились, и вдруг, как показал грунт с Луны, атаки вернулись вновь. С чем это связано? Ученые предположили, что причиной могут быть космические приключения планеты 5. Хотя она не найдена, но версии астрономов наделяют ее смелым и решительным характером. Орбита этой планеты пролегала между Марсом и поясом астероидов. Вероятно, 5 жила там вполне мирно, однако ее компания чем-то не устроила внутренние планеты Солнечной системы – Меркурий, Венеру и Землю. Со временем они своей совокупной гравитацией подтянули соседку слишком близко к поясу астероидов. Планета пересекла орбиты небесных камней, которые со всех сторон начали таранить незваную гостью. Между тем 5 сдаваться не собиралась. Она стала перенаправлять кометы и астероиды на Луну, а также Землю, Венеру и Меркурий. Однако противник оказался слишком многочисленным. В какой-то момент, объединив усилия, он вытолкнул планету 5 к Солнцу. Изгнанница отправилась в свое последнее, самое яркое путешествие и сгорела в пламени светила. Согласитесь, гипотеза очень интересная, хотя она встретила волну критики. Прежде всего, не все ученые согласны с теорией большой поздней бомбардировки, а если она и была, событие вполне способно произойти без участия планеты 5. Например, газовые гиганты в ходе данного периода могли менять орбиты и перенаправлять астероиды. Но полностью версия 5 научным сообществом пока не отвергнута. Что в итоге показал наш квест? Возможно, на окраинах Солнечной системы прячется целая компания небесных незнакомок. Ученые пытаются вывести их в свет. И представим, что в один прекрасный момент это удалось. Астрономы торжественно принимают новичков в наш планетный коллектив и, перерезав условные ленточки на моделях Солнечной системы, вносят их в свои каталоги. Вот пошла первая, скажем, 9-я планета, которой в основном посвящен наш квест.
За ней Фаэтон, Планета 5 и другие. Поместятся ли все они в Солнечной системе? Считается, что до внешней границы от Солнца гелиосферы 120 астрономических единиц, то есть расстояние от нашей звезды до Земли. Планеты должны разместиться в этой области так, чтобы их орбиты не пересекались. И еще сохранялось достаточное расстояние между ними для поддержания стабильности. По этой причине ответ на вопрос, сколько планет без риска катастрофы можно упаковать в Солнечной системе, в основном зависит от размера объектов. Французские астрономы решили подсчитать их количество. В результате получилось, что вокруг Солнца можно разместить 57 орбит для таких планет, как наша. На каждой поместится 42 Земли. Впрочем, на одну орбиту можно нанизать и больше объектов, но только размером меньше земного. И это еще не все. Если бы планеты вращались в противоположном направлении, гравитационные силы между ними немного бы ослабели. Минимальное безопасное расстояние между их орбитами в этом случае тоже бы сократились. Так что, похоже, все гипотетические планеты, о которых говорят ученые, поместились бы в Солнечной системе. Им вполне хватит пространства, чтобы мирно жить с соседями, не создавая вокруг себя хаос. Но остается еще один важный для нас вопрос. Как бы новые соседки повлияли на Землю? Здесь может быть миллион различных вариантов, в зависимости от размера новичков, их массы, орбиты, наклона оси вращения и многих других составляющих. Астрономы говорят, что все в Солнечной системе работает как замысловатый часовой механизм. Уберите что-то из него или добавьте, и механизм сломается. Наверное, новые небесные тела в Солнечной системе для безопасности Земли не лучшая идея. Тем не менее, в один прекрасный день мы можем с ними столкнуться. Паниковать в данном случае тоже не стоит. Для нас эти планеты будут новичками, потому что раньше мы их не наблюдали. Но на самом деле может выясниться, что они старожилы в Солнечной системе. И никакой катастрофы эти невидимки нашему миру до сих пор не принесли. В любом случае, новые планеты будут для нас ошеломляющим открытием. Мы привыкли к такому миру, который отображен на многочисленных моделях Солнечной системы. Да, в них время от времени появляются новые карликовые планеты, меняется статус небесных тел, как у Плутона. Но в целом, согласитесь, внешний вид нашего звездного мира стабилен. Открытие полноразмерной планеты или даже гиганта для науки будет настоящим прорывом. Это поможет ученым лучше понять структуру Солнечной системы, ее формирование, а также эволюционные процессы, которые в ней протекают. Но есть ли шанс найти все, что мы хотим, и когда-то полностью завершить наш долгий квест? Здесь исследователи надеются на инструменты нового поколения, особенно обсерваторию Веры Рубин в Чили, которая начнет полноценно работать в 2025 году. Она представляет собой широкоугольный обзорный телескоп-рефлектор, предназначенный для съемки доступной области неба каждые 3 ночи. С его помощью астрономы планируют просканировать тот участок пространства, где может прятаться 9-я планета. Возможно, незнакомка окажется совсем не похожей на те 8 миров, к которым мы привыкли. Как бы то ни было, квест на ней будет невероятным приключением для всех любителей космоса. Остается только ее найти. Мы все выросли с Солнцем в небе, но давайте подумаем о планетах, которые просто дрейфуют по космосу куда попало, без постоянной орбиты, без звезды на горизонте. Их судьба кажется очень печальной. Недаром ученые называют эти планеты изгоями, сиротами, бродягами. Миры, в которых всегда ночь, независимо от времени дня и года. Без собственного Солнца у них не может существовать цикл дневного света, отмечающего течение времени. Тьма и холод – вот их удел. Могут ли они чем-то заинтересовать космических путешественников? Конечно. Эти вечные скитальцы многое повидали на своем пути. Изгои наверняка скрывают невероятные тайны. И сегодня мы постараемся узнать обо всем, отправившись к ним в гости. Будет ли это чем-то типа поездки на необитаемый остров?
или мы попадем в яркий, густонаселенный мир, который подойдет для любителей потусить в мегаполисах? А может, вместе с такой планетой удастся совершить настоящую кругосветку, использовав ее как своего рода звездолет, и осмотреть столько небесных достопримечательностей, перед которыми меркнет лучший круиз на Земле? Ученые не исключают ни один из этих вариантов. Так что в любом случае нас ждут крутые впечатления. Да и заодно узнаем, не угрожает ли нашему миру какой-нибудь изгой. Скорее отправляемся в путь. Хотя сильно спешить не стоит. Прежде всего, точнее выясним, что представляют из себя планеты-изгои и где их искать. Как они дошли до такой жизни и превратились в бродяг, бросили свои солнца и, промерзнув до костей, продолжают упорно скитаться во тьме. Астрофизики говорят, что некоторые из них никогда и не знали, что такое родной дом, а другие лишились его не по своей воле. Изгои появились на свет, как и все остальные объекты в космосе. Если говорить подробнее, то ученые предполагают, что это могло происходить двумя способами. Некоторые сумели сформироваться аналогично звездам из космических облаков газа и пыли. Так чаще образуются коричневые субкарлики, очень маленькие недозвезды, которые не смогли запустить термоядерную реакцию в своих ядрах. Хотя эти карлики формируются тем же путем, что и звезды, пока что нет единого мнения, считать эти объекты светилами или же планетами. Их температура и светимости настолько малы, что зачастую коричневые субкарлики неотличимы от планет, так что иногда, вероятно, подобным образом возникают очень крупные планеты. Однако чаще будущие бродяги формируются, как и большинство планет, в облаке вокруг молодых звезд. Это опасные места, где протопланеты сражаются за доступную массу. Во время борьбы они сталкиваются друг с другом или слишком сближаются орбитами. При этом больший объект способен вытолкнуть более маленького и слабого соперника прочь из системы. Впрочем, взрослые миры тоже не находятся в полной безопасности. Они могут отправиться в свободное плавание по очень многим причинам. Например, в результате взаимодействия между небесными телами в своих звездных системах. Правда, не во всех. Ученые пришли к выводу, что у одиночных звезд это случается крайне редко. А вот в двойных системах, которых обнаружено уже более 100 тысяч, все могло быть иначе. Чтобы больше об этом узнать, американские астрофизики провели исследования в системах парных звезд. Ученые смоделировали два типа событий. Первый — гравитационные качели или столкновения между планетами в двойной звездной системе. А второй — взаимодействие двух таких систем, в результате которого планету одной из них вышвыривает вон в открытый космос. Основой для симуляции стала хорошо известная двойная звезда TOI 1338 с подтвержденной планетой BEBOP-1. Исследование охватило гигантский период в 10 миллионов лет. В нем учитывалось несколько параметров, которые сильно влияют на формирование планет. Это начальная масса протопланетного диска, дистанция между звездами и уровень турбулентности в диске. Также в расчет принималась общая масса двойной звездной системы, соотношение масс и орбит обоих светил, а также их соседей. В данном случае суммарная звездная масса TOI 1338 составляет примерно 1,3 массы Солнца. Показатель соответствует средней массе двойных звездных систем, около 1,5 солнечной массы. Результаты исследований свели ученых с ума. Оказалось, что звездные пары очень часто жестоко расправляются со своими планетами. В моделях каждая из них вышвыривала в космос в среднем от 2 до 7 таких планет, как Земля. Хотя количество изгнанных из звездной системы планет-гигантов массой более 100 земных достигало всего лишь 0,6%. Моделирование показало, что большинство планет выбрасывает из протопланетных дисков очень юных звезд в период от 0,4 до 4 миллионов лет после начала формирования. При этом возможность катастрофы сильно зависит от уровня турбулентности в протопланетном диске молодой звезды. Турбулентность означает нестабильное состояние системы,
различные возмущения и хаос, которые в основном вызывает гравитация небесных тел. Чем больше хаоса, тем выше вероятность изгнания из этой неспокойной области отдельных планет. Оставшиеся в системе также претерпевали сильные потрясения. Их изначально круговые орбиты превращались в эллиптические. Авторы исследования хотят продолжить работу в данном направлении. Они говорят, что нужно больше наблюдений, чтобы точнее понять природу формирования планет-изгоев. Ученые надеются определить, существуют ли различия в химическом составе между свободно плавающими планетами. Это ограничило бы типы звезд, вокруг которых формируются изгои, и место их нахождения в протопланетных дисках. Тем временем другие команды астрономов решили подсчитать количество одиноких планет в относительной близости к Солнечной системе. Однако поймать их во время скитаний по небу не так уж легко. Ведь подобные миры не освещает свет звезд. Их редко можно обнаружить во время прямого наблюдения за космосом в телескопы. Сделать поиск более эффективным удалось благодаря методу микролинзирования. Суть его в том, что гравитация массивного объекта искривляет вокруг него свет. Благодаря этому невидимку можно увидеть, когда она проходит между наблюдателем и какой-то звездой. Астрономы предприняли попытку поисков блуждающих планет в ближней к нам части области созвездий Скорпиона и Змееносца. Там удалось обнаружить от 70 до 170 изгоев. Ученые составили карту этого участка неба. Координаты 115 свободно плавающих небесных тел на ней выделены красными кружками. Исследователи выяснили, что большинство этих изгоев находится в так называемых звездных яслях – крупном газопылевом облаке. Там массово формируются и выходят из своих коконов на свет юные светила. Облако расположено в пограничной области между созвездиями на расстоянии в 390 световых лет от Земли. Ученые пришли к выводу, что изгои составляют около 4,5% от общего числа объектов внутри облака. Это немалая цифра, ведь планеты-сироты нам представляются скорее исключением из правил. Однако в последнее время выходит прямо противоположная картина. Сразу несколько команд астрономов опубликовали результаты исследований, касающиеся планет-изгоев. В них обобщен 9-летний опыт поисков таких объектов. Ученые выяснили, что планеты-изгои могут быть в 6 раз более распространены, чем те, что вращаются вокруг звезд, и в 20 раз, чем сами светила. Прогноз НАСА еще более ошеломляет. Эксперты космического агентства считают, что планет-изгоев в нашей галактике примерно 1 триллион. Не следует, конечно, думать, что эти объекты теснятся в Млечном Пути буквально плечом к плечу. Места в галактике хватает всем небесным телам. К слову, интересно, что на Земле гораздо больше деревьев, чем планет-изгоев, даже по подсчетам НАСА. В одной из научных работ американских ученых заявлено, что всего в нашем мире 3 триллиона деревьев. Правда, это самая высокая оценка количества земных зеленых насаждений. Конечно, планеты-изгои еще не раз придется пересчитывать точнее. Космический телескоп Нэнси Грейс Роман, который запустят предположительно в 2026, займется этой работой. Обсерватория будет использовать гравитационное линзирование для переписи экзопланет. При этом подсчет охватит все категории блуждающих миров, от гигантов до таких небольших небесных тел, как Марс. В настоящее время астрономы уже открыли множество таких скиталец по Вселенной. Сначала ученые идентифицировали гигантов типа Юпитера или коричневых субкарликов. Давайте ближе познакомимся с этими огромными небесными телами, хотя о них до сих пор мало что известно. Испанские астрономы из Политехнического университета Картахены недавно обнаружили аж 7 огромных изгоев с помощью космического телескопа Эвклид. Блуждающие планеты замечены глубоко внутри туманности Ориона, гигантского облака пыли и газа на расстоянии 1500 световых лет от нас. Данную область можно увидеть невооруженным глазом, как размытый объект, похожий на среднюю звезду в острие созвездия Ориона.
все изгои которых там обнаружили как минимум в 4 раза больше Юпитера. Планетам около 3 миллионов лет. Это юность в космическом масштабе. И планеты еще очень горячие. Компанию как раз и удалось засечь благодаря теплу, которое она излучает. Кроме того, одна из одиноких планет, PA-99H2, попала в поле зрения астрономов относительно недалеко от нас, в соседней галактике Андромеда. Этот изгой — настоящий великан, массой в 6,34 раза превышающий Юпитер. Еще один гигант М51 ULS-1b расположен в очень красивой галактике Водоворот. Космический водоворот, как и земные, невероятно быстро вращается. Он также полон газа и пыли, потому определить точные параметры тусклой планеты в этой бесконечно кружащей пелене очень непросто. Пока ученые предполагают, что объект по массе немного меньше Сатурна. Между тем, новую находку сделал космический телескоп Джеймс Уэбб, и она очень удивила астрономов. Наблюдения велись опять же в туманности Ориона. Этот ближайший к Земле регион массивного звездообразования получился на изображениях телескопа совершенно потрясающим. Настоящий космический шедевр с клубящимися облаками пыли и газа, взрывами и звездными лучами. Он скрывает множество загадок, и Уэбб добавил к ним еще одну. С помощью космического телескопа астрономы обнаружили в туманности Ориона более 500 свободно плавающих планет. Очень странные небесные тела, которые, похоже, не переносят одиночество. 80% из них массой от 0,7 до 13 Юпитеров держатся парами, образуя двойные системы. Эти большие газообразные объекты по своему составу напоминают планеты. Анализ показал наличие пара и метана в их атмосферах. Но технически их еще нельзя причислять к планетам, поскольку нет примера подобных парных миров, которые свободно плавают по пространству. Пока эксперты назвали их двойными объектами массы Юпитера, или сокращенно Джамбо. Возраст Джамбо составляет около миллиона лет, и по астрономическим меркам это совсем еще младенцы. Их поверхность разогрета до адских температур в 1000 градусов Цельсия. Однако без родительской звезды они будут быстро остывать и вскоре приобретут температуру, близкую к обитаемой, а затем станут невероятно холодными и потенциально совсем непригодными для жизни. Пока астрономам не ясно, сформировались ли Джамбо прямо в туманности Ориона или были выброшены из планетарного диска какой-то звезды. Гравитационным тараном в данном случае могла, например, послужить пролетающая очень близко к системе чужая массивная звезда. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета по результатам компьютерного моделирования. В их симуляциях вокруг звезды, похожей на Солнце, вращалась пара планет массой с Юпитер. В каждой модели мимо системы пролетала звезда такого же размера, что и родительская этих планет. Ученые использовали несколько показателей скорости звезды, возможной массы планет, их относительного расстояния от светила. Оказалось, что в 1-5% случаев гигантов парами выбрасывало из системы. Хотя с этой схемой пока не все ясно. После выталкивания с орбит планеты должны хаотично разлетаться по пространству. Трудно представить, что какая-то сила поможет им вновь собраться вместе и образовать крепкую пару. Правда, теоретически это возможно из-за влияния других светил в плотном звездном поле Ориона. Но такое предположение еще требует дальнейших проверок и уточнений. А мы пока осмотрим еще одну невероятную находку. Астрофизикам из Университета Оклахомы попался богатый улов в галактике с активным ярким ядром, квазаром RX-J1131-1231. Там, скорее всего, существует целая популяция огромных планет, гравитационно не связанных со своими звездами. Особенно ученых поразило разнообразие масс этих небесных бродяг. Предположительно, оно колеблется в диапазоне от лунной до нескольких Юпитеров. То есть по небу бродят не только газовые гиганты, на поверхность которых люди никогда не сумеют спуститься, чтобы ученые изучили эти небесные тела, а космические путешественники смогли набраться впечатлений.
По пространству свободно плавают и каменистые планеты, размером сопоставимые с Землей или даже намного меньше. В 2010 году телескоп ТЭСС обнаружил первую свободно летящую планету, похожую на Землю. Различить сравнительно небольшой объект в темном космосе было очень нелегко. Это удалось сделать только в результате анализа 1,3 миллиона кривых блеска, собранных телескопом. Такую находку ученые посчитали большой удачей, а землеподобного изгоя скорее белой вороной среди подавляющего большинства гигантских скиталец. Но этот вывод вскоре пришлось перевернуть с ног на голову. Моделирование показало, что большинство бродяг по массе примерно сходны с нашей планетой. И вот почему. Мы уже говорили, что чаще всего изгоями становятся планеты из молодых звездных систем. В этот момент орбиты небесных тел еще нестабильны, и гравитация может просто вытолкнуть некоторые из них в пустоту. Это как игра в бильярд. Массивные небесные тела перенаправляют удары слабым, и последние выбрасывает в космос. А сами гиганты остаются в моделях внутри звездных систем. Реальные наблюдения косвенно подтверждают эти модели. Ученые одну за другой стали находить маленьких скиталец по космосу. Недавно астрономы изучали огромную звезду ТИС-107-150-013 на расстоянии 400 световых лет от нас. По размеру этот колосс почти в 13 раз превышает Солнце. Процесс наблюдения продолжался 107 минут. В результате ученые смогли засечь на фоне гигантского светила планету-изгой. Однако ее точное расстояние до Земли, а следовательно массу, точно высчитать пока не удалось. Если странница находится в пределах 8500 световых лет от нас, то в 10 раз меньше Земли. При расстоянии до объекта в 3500 световых лет его масса примерно равна земной. Затем были выявлены еще 2 свободно плавающие планеты. Команда астрономов из университета Бордо натолкнулась на них во время анализа данных наземных и орбитальных телескопов за 20 лет. Первая из планет размером примерно с Нептун, а вторая похожа на Землю. Кроме того, ученые из университета Манчестера заявили, что обнаружили сразу 4 изгоев. Все они имеют массу, сопоставимую с земной. Однако и в данном случае исследователи не могут точно определить, как далеко от Солнечной системы находятся эти сироты. Они явно не относятся к нашим ближайшим соседям, но ближе к Земле, чем центр Млечного Пути. Точнее всего будет сказать, что они находятся на расстоянии нескольких тысяч световых лет от нас. Еще известна землеподобная скиталица 2М1207b, которая преподнесла астрономам неожиданный сюрприз. Оказалось, что она обладает обширным пылевым облаком из мелких частиц. Из этого облака впоследствии способны сформироваться спутники планеты. То есть у изгоев, скорее всего, могут быть собственные экзолуны, и эти спутники вынуждены вечно бродить по холодному темному космосу за своими хозяевами. Подтвердить данную версию будет очень трудно. Если подобные экзолуны существуют, то только с очень узкой орбитой вокруг планеты хозяина. Это сильно затруднит их идентификацию. Вероятность того, что астрономы однозначно рассмотрят в небе такие луны, не превышает 10-15%. Но в землеподобных изгоях больше интересует другое. Некоторое сходство с нашей планетой в какой-то момент невольно наводит на мысль об их обитаемости. Хотя большинство из нас наверняка сразу же отмахнется от этой идеи. Какие зеленые человечки или разумные ящеры могут существовать в таком аду? В любом случае, изгнанную с привычного места планету ждет ужасная судьба. Когда она оказывается вне звездной системы, ее поверхность постепенно остывает до температуры открытого космоса – минус 270 градусов Цельсия. Если у нее есть океаны, то вода в них давно превратилась в твердый, как камень, лед. Вряд ли во время путешествия к этим мирам мы найдем что-либо, кроме жуткого холода и пустоты. Правда, есть и другие мнения. Профессор технологического института Флориды Манасви Лингама считает, что на планетах-изгоях может бурлить жизнь.
Как такое возможно? Давайте рассмотрим на примере некой каменистой странницы, похожей на Землю. Из ее ядра миллиарды лет может исходить тепло и поддерживать жизнь в подземных океанах. Если у нее есть защитная магнитосфера, созданная геодинамо, и вулканизм морского дна, гидротермальные источники могут обеспечить энергию для жизни. Примеры мы опять же найдем на Земле. Подо льдами Антарктиды на глубине около 1,6 километров обнаружены незамерзшие озера и реки. Там обитают микробы, моллюски, странные рыбы. Подобные существа, возможно, есть подо льдами странствующих планет и даже на их поверхности. Необходимым условием для этого является плотная водородная атмосфера. Если небесное тело ее сохранит, то атмосфера поможет удержать на поверхности тепло от ядра. Большой спутник, который, как мы выяснили, теоретически может быть у таких планет, тоже поддаст жару, растягивая и сжимая соседку своей гравитацией. Впрочем, есть еще один недостающий фактор. Откуда организмам брать энергию для метаболизма? Ученые уже предлагают примерный ответ. Весь фокус в том, что изгои могут подпитываться прямиком от черных дыр. Некоторые галактики испускают интенсивное излучение, когда сверхмассивные черные дыры в их центрах поглощают материю. Если планета-изгой будет находиться рядом с центром, так называемым галактическим ядром, то она сможет использовать подобное излучение для фотосинтеза. При этом от ультрафиолетовых лучей, смертельных для живых существ, планету прикроют ее природные щиты, такие как почва или вода океана. По подсчетам ученых, странствующие планеты получат энергию, необходимую для поддержания жизни, менее чем в 1000 световых лет от активных галактических ядер. Для сравнения, Земля расположена в пределах 25 тысяч световых лет от центра Млечного Пути. Авторы научного исследования из Университета Чикаго, в свою очередь, также решили выяснить, может ли планета-сирота, лишенная внешних источников тепла и света, поддерживать жизнь. Ученые провели исследование коричневого субкарлика CHA-110-913, который находится в созвездии Хамелеон в 163 световых годах от Земли. Формально это небесное тело считается звездой, хотя массой всего лишь в 8 раз превышает Юпитер. Так что оно значительно меньше, чем многие открытые в последние годы экзопланеты. Ученые пришли к выводу, что вероятность появления жидкой воды на планете-изгоя, подобной CHA-110-913, очень высока. Для образования подземного океана скиталица должна обладать массой, равной 3,5 земных и более. Другой вопрос заключается в том, можно ли обнаружить жизнь на таком расстоянии, как объект в созвездии Хамелеон. Очевидно, что ученые не смогут использовать для этого свет родительской звезды, как это делается при поисках экзопланет, так что придется поискать объект для исследования поближе. Тогда, возможно, НАСА удастся подтвердить или опровергнуть эту невероятную гипотезу с помощью перехватчиков внесолнечных объектов. Так называют компактные зонды с радиоизотопной электрической силовой установкой. Если какая-нибудь планета-изгой или другое небесное тело окажутся в нашей звездной системе, перехватчики подлетят к нему и возьмут пробы, а затем в течение 10 лет передадут образцы на Землю с помощью сверхмощных 20-киловаттных радиоизотопных батарей. Но может ли в Солнечной системе появиться космическая странница? Известно, что гравитация крупных планет время от времени выбрасывает из нашего мира кометы и астероиды. Как показывает моделирование примерно 4 миллиарда лет назад, Юпитер и Сатурн очень часто вытесняли объекты из пояса Койпера в межзвездное пространство. Если это случалось в Солнечной системе, то может происходить и во владениях других звезд. Таким образом, в космос отправляются межзвездные странники, которые могут пролетать близко от Солнца. На сегодняшний день астрономы подтвердили прохождение через Солнечную систему 2 из них – кометы 2I Борисова и объекты Оumuamua.
Если межзвездная комета во многом похожа на местные, то Оumuamua явно представляет собой нечто иное. Объект впервые заметили с помощью телескопа, расположенного на Гавайях. Его назвали Оumuamua, что в переводе с гавайского означает «первый посланник издалека». Сначала его посчитали кометой, но в дальнейшем переквалифицировали в астероид. Межзвездный гость оказался не похож ни на один из небесных камней, которые астрономы видели раньше. Во-первых, у объекта странная форма. Он вытянутый, в длину примерно 400 метров, а в ширину в 10 раз меньше. Раньше ученые наблюдали только астероиды с соотношением длины и ширины 3 к 1, а у этого 10 к 1. А этот походит на такую себе сигару, которой какая-то далекая звездная система решила угостить наш мир. Неожиданной оказалась и скорость, с которой эта космическая сигара прилетела в Солнечную систему, примерно 25 км в секунду. До этого максимальная зафиксированная скорость малого тела составляла всего лишь 4,88 км в секунду. О происхождении Оumuamua астрономы продолжают дискутировать уже много лет. По одной из последних версий, именно аномально высокая скорость дает здесь важную подсказку. Ученые НАСА подсчитали, что так разогнаться мог лишь гость из звездной системы, похожей на нашу. Если бы система была более молодая, то скорость объекта оказалась бы выше, а та, что наполнена старыми звездами, не смогла бы так ускорить полет астероида. Авторы статьи считают, что в ближайшем будущем им удастся обнаружить новые межзвездные объекты благодаря телескопам будущего, например, обсерватории имени Веры Рубин, которая вскоре начнет работу. Считается, что новый телескоп позволит найти на краю Солнечной системы миллионы неизвестных объектов, прилетевших от других звезд. И, возможно, благодаря этому ученые наконец-то точно выяснят, не скрывается ли там какой-нибудь пришелец. Об их существовании много лет ходят настоящие легенды. Чаще всего речь идет об изгое, рожденном в Солнечной системе, но выкинутым в какой-то момент за ее пределы. Некоторые из подобных жертв отбрасывают все обиды и стараются сохранить отношения с родным домом. Правда, это очень слабая гравитационная связь, однако теоретически она возможна. В таком случае небесное тело время от времени возвращается в наш мир, который освещает Солнце. Специалисты давно изучают возможность существования подобных изгнанниц. Исследователи из США недавно провели моделирование эволюции орбит планет Солнечной системы. Результаты показали, что в раннюю пору Юпитер находился гораздо дальше от Солнца, чем сейчас. Переместиться ближе газовый гигант мог только за счет вытеснения каких-то более маленьких соседей за пределы системы. Но это привело бы к грандиозной катастрофе. Если бы Юпитер передвигался медленно, то столкнул бы Землю с Марсом или Венерой, а преодолев путь одним неимоверным прыжком, вытолкнул бы с орбиты Уран или Нептун. Однако ничего такого не произошло. Но это не значит, что теория перемещения Юпитера ближе к Солнцу ошибочна. Если допустить, что в момент зарождения Солнечной системы газовых гигантов было не 4, как сейчас, а 5, то все становится на свои места. Тогда пятая планета из этой компании во время путешествия Юпитера была вытеснена на очень удаленную орбиту, либо за пределы Солнечной системы. Не менее популярна гипотеза захвата Солнцем пролетающего мимо изгоя. Теоретически это может привести к 3 исходам. Во-первых, есть вероятность, что странница сумеет вырваться из гравитационного плена звезды и продолжит путешествие по космосу. Во-вторых, изгой может вытолкнуть какую-нибудь планету из системы и занять ее орбиту. И, наконец, он способен остаться на задворках нашего мира и вращаться там по очень вытянутой орбите. Одно из недавних исследований показало, что ближе всего к истине третий вариант. Пришелец из другой звездной системы может скрываться в облаке Оорта. Считается, что этот регион, как гигантский пузырь, окружает Солнечную систему на расстоянии от нескольких сотен миллиардов до нескольких триллионов километров. Там находится множество ледяных объектов, и, скорее всего, отсюда начинают свой путь долгопериодические кометы.
Проверить гипотезу насчет притаившейся там планеты пока практически невозможно. Облако Оорта еще очень слабо изучено, и загадочная планета может скрываться в его дебрях где угодно. Однако в любом случае она пока не внесла смуту в нашу систему. Это не значит, что нашему миру не грозит опасность от какой-то скиталицы по космосу. Несколько десятилетий существует гипотеза о планете Нибиру, которая должна вскоре залететь в Солнечную систему. Ее сторонники предрекали конец света в начале 2000-х годов, а затем в 2012-м. Событие должно было привести к изменению орбиты Земли и гибели человечества. Пророчества не сбылись, и обсуждения Нибиру на время перешли в разряд околонаучных. Но астрономы Калифорнийского университета постарались вернуть им серьезный статус. Ученые решили выяснить, какие последствия повлечет за собой появление лишней планеты в Солнечной системе. Исследователи не просто так задались этим вопросом. Представителей научного мира уже давно интересует определенный тип планет, которого нет в Солнечной системе, хотя они обнаружены рядом с другими звездами. Это каменистые миры в несколько раз больше нашей планеты, и их называют суперземлями. Еще одна странность состоит в том, что между Марсом и Юпитером существует огромное расстояние. Некоторые ученые считают, что там теоретически должна находиться еще одна планета. Астрономы провели моделирование, поместив вымышленную суперземлю как раз между Марсом и Юпитером. Из этого не получилось ничего хорошего. Солнечная система давно представляет собой стабильную конструкцию. В ней все планеты гравитационно связаны со звездой. Если изгой подберется слишком близко к нашему светилу, то такие гравитационные связи могут быть нарушены. Появление новой планеты в моделях в первую очередь повлияло на орбиту Юпитера. Этот газовый гигант, который в 318 раз массивнее Земли, играет важнейшую роль в Солнечной системе. Смещение орбиты Юпитера привело к дестабилизации орбит остальных планет. Например, Уран и Нептун в большинстве симуляций выбросило за пределы Солнечной системы. Меркурий, Венера и Земля через время последовали за ними. А если Земля улетит далеко от Солнца, то она превратится в холодный шар, и все люди сразу же исчезнут. Правда, если в Солнечную систему залетит меньшая, чем суперземля планета, то она не сможет натворить таких бед. Но есть нюанс. Моделирование показало, что орбита небольшой пришелицы некоторое время будет стабильной, а затем немного сместится. Этого хватит, чтобы изменить положение Земли. В результате Земля станет менее гостеприимным миром, а может и полностью непригодным для жизни. И, конечно, все окажется еще хуже, если к нам залетит какая-нибудь блуждающая звезда или хотя бы окажется где-то поблизости. Она будет представлять опасность даже на расстоянии 100 астрономических единиц, то есть 15 миллиардов километров. А это более чем в 3 раза дальше, чем Нептун, который находится в 30 астрономических единицах от Солнца. Правда, вероятность того, что блуждающая звезда подлетит к нам на такое расстояние, составляет примерно 1%. Но астрономы ее все равно не отбрасывают. Как показывает большинство моделей, все планеты Солнечной системы при подобном раскладе не будут уничтожены. Однако их орбиты окажутся сильно нарушены. То есть планеты начнут вращаться вокруг Солнца совсем на других расстояниях. Например, исследование показывает, что Земля может улететь в облако Оорта, а смещение орбиты, как мы говорили, означает смерть всего живого в нашем мире. В других симуляциях при появлении изгоя с вероятностью 5% все планеты вообще выбросит в космос. Также существуют сценарии, в которых Меркурий столкнется с Солнцем, Земля с Венерой, а Уран и Нептун улетят далеко в пространство. Страшно представить для нашей планеты такую ужасную судьбу. Хорошо, что речь идет о моделях. В реальности, по мнению ученых, большинство блуждающих звезд никогда не приблизятся к Солнцу слишком близко. Но известно несколько сотен подобных светил, которые теоретически в будущем способны это сделать. В их число входит оранжевый карлик Gliese 710 из созвездия Змея.
В настоящее время звезда находится в 45 световых годах от Солнца. Она несется к нам со скоростью 52 тысячи километров в час. Ученые решили выяснить, есть ли вероятность того, что оранжевый карлик пройдет через облако Оорта. Тогда из-за воздействия гравитационного поля незваные гости, все многочисленные кометы и астероиды облака начнут хаотично двигаться и даже могут изменить свои привычные орбиты. А это, в свою очередь, приведет к столкновению с Землей целого полчища комет. Небесный град может серьезно навредить планете. Возможно, подобная катастрофа произошла на Земле более 55 миллионов лет назад. Тогда климат в нашем мире навсегда изменился, а общее положение полюсов было смещено. Хорошо, что подобная катастрофа вряд ли нам грозит. По прогнозам ученых, через 1,4 миллиона лет Gliese-710 пролетит мимо нас, не зацепив нашу звездную систему. В целом же во Вселенной уже обнаружено множество звезд-изгоев, и большинство из них — настоящие спринтеры, как Gliese-710. И если эти звезды устроят в небе марафон, то S5HVS1 наверняка оставит соперницу далеко позади, как непобедимый спринтер Усейн Болт по прозвищу «Молния». Его максимальная скорость в 44 км в час занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Только в отличие от легкоатлета, гиперскоростную звезду ждут не почести и слава, а одиночество и вечные скитания на чужбине. На самом деле, конечно, в космосе не существует спортивных соревнований, но насчет судьбы изгоя, самой быстрой звезды нашей галактики, все серьезно. По крайней мере, такие выводы делают ученые по результатам последних исследований. Группа астрономов из Центра космологии при университете Карнеги-Меллона обнаружила S5HVS1 случайно с помощью англо-австралийского 3,9-метрового телескопа и спутника Гая. Европейского космического агентства. Они вели спектроскопическую съемку южного звездного потока. Параллельно ученые старались отыскать интересные космические объекты в Млечном Пути и вдруг заметили, как голубая звезда мчится по созвездию Журавля со скоростью 6 миллионов километров в час, то есть в 10 раз быстрее обычных. Исследователи смогли проследить путь S5HVS1 обратно во времени. Оказалось, что она летит из центра Млечного Пути, где скрывается черная дыра Стрелец-А со звездочкой. Там, в яркой тусовке, множество молодых звезд S5HSV1 кружило вместе с компаньонкой по двойной системе. Но однажды, по какой-то причине, парочка отклонилась от привычной траектории и оказалась слишком близко к Стрельцу-А со звездочкой. Монстр захватил своей гравитацией звезду-компаньона, а S5HSV1 отшвырнула прочь со скоростью 1000 км в секунду. Ученые предполагают, что это случилось около 5 миллиардов лет назад. С тех пор звезда так быстро мчится по космосу, что наверняка покинет нашу галактику. И, как выяснилось, не только S5HVS1 предстоит в одиночестве скитаться по Вселенной. Астрономам удалось найти и другие гиперскоростные звезды-изгои. Разыскать их было очень трудно. Ближе к центру Млечного Пути некоторые области так плотно набиты звездами, как бочки с сельдью. Выделить из этого миллиарда нескольких нужных все равно, что искать иголку в стоге сена. Но астрономы сначала отыскали 130 звезд, которые находились недалеко от Стрельца-А со звездочкой. Затем среди них обнаружили 6 спринтеров, массой соизмеримых с нашим Солнцем. Они двигались с экстремальной скоростью до 3,2 миллионов километров в час. По мнению ученых, 6, скорее всего, тоже была выброшена ударом Стрельца-А со звездочкой. Исследователи рассчитывают с помощью этих звезд приоткрыть завесу их рождения в темных глубинах Млечного Пути и дальнейшую судьбу. Впрочем, далеко не всегда гиперскоростные звезды могут что-либо поведать о Стрельце-А со звездочкой. Некоторые из этих путешественниц, скорее всего, даже близко не подлетали к галактическому монстру. Так астрономы проследили назад во времени траекторию огромной звезды Ламост HVS1, которая находится на расстоянии около 42 тысяч световых лет от Земли.
Ученые высчитали, что гигант получил ускорение не в центре галактики, а в диске Млечного Пути. Получается, его никак не мог отшвырнуть от себя стрелец-А со звездочкой. Что же тогда разогнало звезду до немыслимой скорости? Сначала ученые решили, что это результат гравитационного столкновения Ламост HVS-1 с несколькими массивными звездами. Но путь гиганта предположительно берет начало в спиральном рукаве Млечного Пути, известном как Норма. Исследователи говорят, что там не существует никаких звездных скоплений. А вот черные дыры средней массы вполне могут скрываться за плотным слоем космической пыли. Вероятно, эти космические объекты и приложили руку к изгнанию Ламост HVS-1 с насиженного места в рукаве Млечного Пути. Кроме того, открыты еще 20 сверхскоростных звезд, которые, скорее всего, родились не в ядре гало-галактики или каком-то другом экзотическом месте. Подобный вывод ученые сделали, изучив состав этих светил. Он оказался таким же, как у других звезд в диске галактики, и отличался от состава тех, кто родились в центре Млечного Пути. Выходит, их превратил в изгоев не стрелец, а со звездочкой, а нечто другое. Что именно, пока неизвестно. Возможно, эта двадцатка вообще прибыла к нам из иного мира. Исследователи из Кембриджского университета на основе компьютерного моделирования выдвинули гипотезу, что гиперскоростные звезды попадают в нашу галактику из Большого Магелланового облака. Первоначально каждая из них образовалась в двойной системе, где одна в дальнейшем превратилась в сверхновую. Вторую звезду выбросила вон с насиженного места. Благодаря тому, что масса Большого Магелланового облака составляет всего примерно 10% массы нашей галактики, гравитационные силы там гораздо слабее. Быстро движущаяся звезда может легко преодолеть его притяжение и выбраться наружу. В результате она устремится в сторону гораздо более массивного Млечного Пути, который еще больше разгонит ее своей гравитацией. Чтобы найти подтверждение своей теории, ученые смоделировали жизненный цикл звезд в Большом Магеллановом облаке за последние пару миллиардов лет и выявили эффекты рождения гиперскоростных звезд. Далее был просчитан их путь в нашей галактике. Когда результаты расчетов сравнились с наблюдениями, то все совпало. Звезды-спринтеры в реальности находились именно в тех местах, которые показала симуляция. Около 10 тысяч их по расчетам отправилось в путешествие. Но лишь малая толика межгалактических путешественниц достигает Млечного Пути. Переход займет миллионы и даже миллиарды лет. За это время большие голубые звезды, скорее всего, погибнут, превратившись в черные дыры или нейтронные звезды. И если компьютерная симуляция верна, в нашу галактику из Большого Магелланового облака мчится не только множество гиперскоростных светил, но и нейтронных звезд, черных дыр. Вот здесь нам следует насторожиться. Черные дыры. Если звезды и планеты-изгои способны нанести большой вред стабильным системам, то жутко представить, что могут натворить эти монстры. И все же мы не можем обойти их стороной. Иначе наше путешествие к космическим скитальцам будет неполным. Блуждающие черные дыры, как говорят астрономы, чаще всего возникают в результате грандиозных событий. Ну, например, столкновений двух галактик или появления аномалий при слиянии двух черных дыр. Сначала исследователи пришли к такому выводу на основании теоретических расчетов. Уже в 2022 году группа астрономов сообщила о том, что обнаружила изолированную черную дыру Огли 2011 BLG 0462 на расстоянии 5000 световых лет от нас. Монстр имеет массу в 7,1 раза больше солнечной и движется со скоростью около 45 км в секунду. Затем было подсчитано, что на краю галактики Млечный Путь может находиться 12 блуждающих черных дыр, а в целом в галактике существует около 2000 таких скиталец. Не собирается ли какой-нибудь из этих монстров однажды заскочить к Солнцу на огонек или сильно приблизиться к нашей системе? И чем это грозит людям? Такие невидимки, скорее всего, окажутся очень опасными соседями. Знаете поговорку «держи друзей близко, но врагов держи еще ближе». В случае с черными дырами это не работает.
От них лучше держаться как можно дальше, ведь речь идет о космических объектах с невероятно высокой плотностью вещества. Мы знаем, что своей гравитацией они заглатывают все небесные тела, что попадаются на пути. Даже свет не в силах вырваться наружу из их бездны. Ученые утверждают, что дыра может поймать в гравитационный капкан нашу планету при максимальном расстоянии в несколько десятков световых лет. В этом случае она сначала разорвет Землю на куски, а затем поглотит. Впрочем, если дыра объявится чуть дальше, нам все равно не сдобровать. Ей хватит силы устроить катастрофу в Солнечной системе. В лучшем случае ее гравитация несколько отдалит орбиту планеты или приблизит ее к Солнцу. Тогда мы будем страдать от жары или холода, ужасных землетрясений и цунами. А при худшем варианте она сместит орбиты всех планет, столкнув их между собой, или выбросит их в межзвездное пространство, превратив в вечных скитальцев по космосу. Чтобы определить, не грозят ли нам подобные катастрофы, ученые провели космологическое моделирование Ромулус. Они изучили динамику поведения предполагаемых блуждающих черных дыр в нашей галактике. Получилось, что шансов появления какой-нибудь из них возле Солнечной системы не больше 1 на 100 миллиардов лет. Это почти в 7 раз превышает возраст Вселенной. 13,7 миллиарда лет. Так что вряд ли у вас когда-то появится подобное гостья. Если только однажды мы сами не пригласим к себе какую-нибудь черную дыру. Конечно, сейчас это звучит фантастически, но ученые уже строят подобные планы. Так, астрофизик Гарвардского университета Дэвид Киппинг заявил, что черные дыры дадут нам возможность летать по галактике на невероятной скорости. Если под определенным углом направить луч света в черную дыру, то он вернется к нам обратно, отразившись как от зеркала. Поскольку при этом луч не сможет двигаться быстрее скорости света, полагают ученые, то в нем аккумулируется большое количество энергии. Эти энергетические излишки можно будет использовать как топливо для звездолета. По мнению Киппинга, в будущем человечество превратит их в своеобразные автомагистрали для межзвездных перелетов. А знаменитый физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг допустил, что миниатюрную блуждающую черную дыру размером с гору когда-то получится подтянуть на околоземную орбиту. Тогда ее можно использовать как электростанцию. Подобная гора должна испускать рентгеновские и гамма-лучи с интенсивностью примерно 10 миллионов мегаватт, чего хватит для обеспечения энергией всего человечества. Если однажды астрономы обнаружат недалеко от Земли черную дыру, может, это станет не катастрофой, а новым витком в развитии человечества. И вообще, вряд ли можно назвать изгоев космическими лузерами. Они свободны как ветер. А разве не это в понятии многих из нас настоящее счастье? Им, конечно, грозят многие опасности, как и всем завзятым путешественникам. Но порой отсутствие гравитационной привязки к определенной звезде, наоборот, может спасти от неминуемой гибели. Возьмем нашу систему. Как только Солнце станет красным гигантом, оно значительно расширится, поглотив Землю. А вот планетам-изгоям не нужно об этом беспокоиться. Они могут вечно бродить по просторам Вселенной. И если вы не возражаете против низких температур, то можете хотя бы теоретически строить планы о переселении на какую-нибудь блуждающую планету. Представляете, сколько впечатлений можно набраться в таком летающем доме? Сколько достопримечательностей можно осмотреть? Мы с вами тоже обязательно познакомимся со многими из них во время следующих космических путешествий. Вы хотели бы совершить виртуальное космическое путешествие в самый удивительный мир Вселенной? Выбор достаточно широк. Предпочитаете экстрим? Пожалуйста, на расплавленной жаром экзопланете Кель-9b из созвездия Лебедя молекулы атмосферы каждый день распадаются на атомы, а потом восстанавливаются. И все повторяется вновь. Вас интересует прекрасное? Тогда подойдет газовая GJ504b из созвездия Дева на расстоянии 57 световых лет от Земли. Цвет указывает на то, что на планете почти нет облаков. Ну а тем, кто практичнее, наверняка подойдет WASP-121b в 855 световых годах от нас, где идут дожди из рубинов и сапфиров. Но согласитесь, ничто не сравнится с приключениями на планете-невидимке.
Приблизившись к такому фантому, вы ничего не увидите, кроме черной пустоты. А между тем, искривление окружающего пространства и приборы звездолета будут указывать на некий массивный объект. Это может быть планета, целиком состоящая из темной материи. Но существуют ли такие на самом деле? И что ждет космических путешественников в их прозрачном зазеркалье? Ученые давно бьются над этими вопросами. Прежде всего, исследователям надо выяснить, есть ли в реальности темная материя и что она из себя представляет. Об этой таинственной субстанции впервые заговорили в 20 веке. Если быть точнее, то она не темная, а невидимая. Но как тогда о ней узнали астрофизики? Темную материю обнаружили путем подсчетов силы гравитации звезд и планет. Оказалось, что ее не хватает, чтобы удерживать на месте эти космические объекты. Они должны вылететь из галактик, а на самом деле живут спокойно в своих системах миллионы и миллиарды лет. Так возник галактический парадокс, который долгое время считался серьезным аргументом против стандартной модели космологии. Однако затем исследователи предположили, что частицы обычного вещества в ранней Вселенной были перемешаны с невидимой субстанцией. Тогда в расчетах все становилось на свои места. Формирование галактики звезд, а затем галактических скоплений. Гравитации темной материи в совокупности с обычной хватало для их скрепления. Нашелся и еще один серьезный аргумент в пользу неизвестного вещества. Исследователи измеряли по массе и радиусу звезд. На какой-то скорости они вращаются на разных расстояниях от центра Млечного Пути. Результаты получились просто ошеломляющими. В центре галактики и на окраинах звезды двигались с одинаковой скоростью. А так быть не должно. Если хотите в этом убедиться, включите на проигрывателе виниловую пластинку. Вы увидите, что в центре она вращается быстрее, чем по краям. В галактике подобного не происходит. Это означает, что либо не работает физика Ньютона и Эйнштейна, либо окраины галактики, где меньше звезд и другой материи, заполнены опять же каким-то невидимым веществом. Его назвали темной материей. Но не из-за цвета. Просто об этом гипотетическом веществе ничего не было известно. Ну, кроме того, что призрак не излучает, не отражает, не поглощает свет и другие типы электромагнитного излучения. Рентгеновские лучи, радиоволны, ультрафиолет проходят сквозь темную материю, никак с ней не контактируя. Но именно она составляет основную массу нашего мироздания. Подсчитано, что общая масса энергии наблюдаемой Вселенной составляет на 26,8% темной материи и 68,3% темной энергии. На долю звезд, планет, черных дыр остаются лишь мизерные 5%. Все несметное количество темной материи предположительно появилось через несколько секунд после Большого взрыва. Она сплела невидимые нити по всему пространству. Образовалась как бы паутина, к которой силой гравитации стали притягиваться частицы сформировавшегося позже видимого вещества. Попав в сети, обычные частицы уже не могли вырваться из плена. Из их скоплений образовались звезды и планеты, а между ячейками космической паутины остались огромные пустоты – войды. Нити в небесной сети распределены неравномерно. Где-то их почти нет, а где-то они сбились в комки. Так, в странной галактике и созвездии Кита темная материя практически отсутствует. Зато в другое скопление волоса Вероники ее аж 99,9%. Как вы думаете, какое имя дали астрономы этому супертемному монстру? Стрекоза. Что имеет общего изящное насекомое и черный, практически мертвый космический объект, лишенный звездообразования? Оказывается, ничего. Имя дано галактике в честь массива телескопов, по меткому замечанию ученых, зорких как уникальные глаза стрекозы. В 2015 году именно эти телескопы помогли ученым увидеть галактику-невидимку. Она действительно черная и излучает лишь 100-ую долю света Млечного Пути. Как говорят исследователи из Ельского университета, в ней почти нет звезд. Если взять Млечный Путь и из каждых 100 светил оставить одно, можно получить представление о галактической стрекозе. Какие темные дела творятся в этом невидимом мире, ученые пока не выяснили. Однако современная космологическая теория подтверждает,
что ореолы темной материи или гало действительно связаны с галактиками и даже обеспечивают условия для их формирования. Словом, картина с распределением темной материи выстроилась довольно четкая. Оставалось найти саму виновницу событий и узнать, из чего она состоит. Сперва ученые предположили, что ничего особенного в этой неизвестной субстанции нет. Темная материя – обычное барионное вещество. Просто по каким-то причинам оно не взаимодействует с электромагнитным и другими видами излучений. Кандидатами на источники подобной материи стали массивные компактные объекты гало, в первую очередь нейтронные звезды, коричневые карлики. Под особое подозрение попали первичные черные дыры, которые образовались вскоре после Большого взрыва. Все эти сверхмассивные объекты искривляют свет силой своей гравитации. Посмотрите на какой-нибудь предмет через бокал. Вы увидите, что он исказился. Подобные явления наблюдались бы в небе при воздействии первичных черных дыр, если бы они были источником темной материи. Поскольку, как мы говорили, этой субстанции во Вселенной предположительно очень много, то и эффект должен быть значительным. Однако похожих искажений астрономы не наблюдают. Так что массивные компактные объекты гало пока перестали быть главными кандидатами на роль источников темной материи. Но полностью с подозрения они пока не сняты. Между тем, другие исследователи обратились к квантовой механике. Их интересовали слабо взаимодействующие частицы или вимпы, которые тяжелее, чем обычные. Среди известных науке таких не оказалось. Но это не означало, что их вообще нет. И физики приступили к поискам тяжелых вимпов. Их ловили экспериментальным путем с помощью различных детекторов в течение последних 20-30 лет. Например, исследовали космические лучи неизвестной природы. Однако выследить нужные частицы пока не удалось. Но, может, задачу не стоило так усложнять? Если темной материи во Вселенной огромное количество, она может оказаться прямо у нас под рукой. Предположение не столь абсурдно, как может показаться на первый взгляд. По версии ученых, темные частицы пронизывают все наше пространство подобно ветру. Когда вы смотрите это видео, вас окружают примерно 1000 частиц темной материи на 1 кубический метр, если предположить, что их масса равна 1000 масс протона. Такие частицы можно попытаться поймать. Они слабо взаимодействуют с барионной материей, но иногда все же сталкиваются с атомными ядрами обычных частиц. И ваших тоже. В общей сложности через людей каждую секунду пролетают миллиарды частиц темной материи. Из них вступают в контакт с атомами тела лишь единицы. Это не влияет на наше самочувствие и не мешает сохранять свою форму. Другое дело, если бы все тело состояло из темной материи. Давайте посмотрим, что бы тогда могло произойти. Предположим, что вы сидите на уютном диване и смотрите наше видео вместе с приятелем. Неожиданно вся материя его организма по какой-то причине вдруг сменилась на темную. Что вы увидите? Ничего. В теле вашего приятеля исчезнет электромагнитная сила, которая связывает атомы в молекулах, клетках, органах в единое целое. Так что он как бы моментально испарится. А невидимые мелкие частицы темной материи, которые его составляют, просто разлетятся во всех направлениях. Далее наступит вторая часть хоррора, но вы его тоже не заметите. Частицы вашего приятеля будут все время возвращаться назад. Скорость их движения окажется недостаточной, чтобы преодолеть гравитацию планеты, и они останутся привязанными к Земле. Без электромагнитной силы, препятствующей проходу темной материи через планету, они будут просто летать туда-сюда и примерно каждые 90 минут возвращаться в исходную позицию. То есть гравитации темной материи без электромагнетизма не хватит, чтобы удержать тело вместе. А значит, среди нас нет людей-невидимок. Но как все-таки насчет планет? У них огромная масса, потому сила притяжения в данном случае играет более серьезную роль. Если говорить просто, то обычные планеты образуются, когда гравитация собирает в комок куски вещества и сжимает их в большой шар. В случае с темной материей все намного сложнее. Когда строительные блоки планет начинают объединяться, они представляют собой образование размером буквально с гальку. Им, подобно нашему телу, приходится надеяться на электромагнитное сцепление, чтобы слипнуться в комок. Только после того, как объект наберет достаточно массы, гравитация может взять на себя управление строительством планеты.
Электростатическое прилипание – один из способов действия электромагнитной силы, которая на темную материю не распространяется. Так что обычный вариант формирования планет в этом случае не подходит. Хотя, возможно, призрачные небесные тела возникают как-то иначе. Существует теория, что они не создаются из крошечных камешков. Темная материя зарождается в виде огромного облака, а затем сжимается. Хотя тут тоже далеко не все ясно. Представьте себе две частицы темной материи, притягивающие друг друга взаимной гравитацией. Это притяжение усиливается по мере того, как они сближаются, и частицы двигаются все быстрее. Безумная скорость обычно заставляет их проноситься мимо друг друга. Частицы разлетаются до тех пор, пока гравитация не остановит их и не начнет снова сближать. Этот процесс может повторяться вечно, если только темная материя не сбросит по пути часть своей энергии. Другими словами, она должна остыть. В условиях космического вакуума лучший способ для этого – испускать электромагнитное излучение. Поскольку темная материя на такое не способна, то не может стать холоднее и двигаться медленнее. За счет этого образуются ее массивные сферические ореолы, окружающие галактики, в том числе наш Млечный Путь. Однако некоторые версии темной материи могут подчиняться другой фундаментальной силе природы – слабому атомному взаимодействию. Благодаря этому теоретически темная материя способна столкнуться с обычной барионной и таким образом потерять энергию. Только подобное, вероятно, происходит крайне редко. А в 2017 году ученые предложили более интересный и неожиданный вариант развития событий. Если есть светлая сторона электромагнетизма, то по логике должна быть и темная. Для вас это звучит как нечто фантастическое? Вы не одиноки. Ученые, которые выдвинули эту гипотезу, первоначально пытались доказать, что планеты с темной материей не существует. Но все пошло не по плану. Математические расчеты показали, что две частицы темной и обычной материи способны объединиться, чтобы создать темный эквивалент атомарного водорода. Гипотетический атом может испустить темный фотон и потерять энергию. И когда параметры будут правильными, сгустки темной материи с массой менее 100 миллионов Солнц станут способны коллапсировать. При этом более крупные массы останутся в своих гигантских пушистых ореолах. Тем временем коллапсирующая материя будет распадаться на менее крупные сгустки, в том числе гипотетически размером с планету. К сожалению, пока эта удивительная версия еще очень мало аргументирована и требует длительной проверки. Другая команда охотников за темной материей из США создала не менее потрясающую гипотезу. Согласно ее модели ранней Вселенной, темная материя сбивалась в сгустки размером с планету уже через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Мы говорим о временах, когда в горячем плазменном супе новорожденного мироздания атомы обычной материи еще образоваться не могли. Но поскольку темная материя способна игнорировать свет, она умудрялась формировать планеты еще до появления первых атомов. Почему именно планеты, а не, скажем, звезды? Просто по расчетам астрофизиков, структуры из темной материи в то время могли иметь массу от крупного астероида до Нептуна, так что тут по масштабу подходят планеты. Пока ученые не дают объяснения, как именно формировались подобные небесные тела. В то же время они уверены, что в течение миллиардов лет гравитация заставила планеты из темной материи найти себе место в паутине скоплений галактик по всей Вселенной. Таких планет со времени рождения мироздания сохранилось очень много. В нашей галактике Млечный Путь их тоже, вероятно, существует миллиарды. Одна из этих невидимок может прятаться в Солнечной системе. Но где? Давайте подумаем, нет ли у нас какой-либо аномальной истории. Примерно такой, когда небесные тела ведут себя странно, как будто что-то массивное влияет на них своей гравитацией. Наверное, вы уже вспомнили, что подобное отклонение зафиксировано в поясе Койпера, где орбиты нескольких объектов необычным образом смещены. Самое распространенное объяснение существования там 9-й планеты Солнечной системы, которая своей гравитацией сдвигает орбиты космических соседей. Это крупное небесное тело уже давно ищут астрономы. И все никак не найдут. Многим такие неудачи кажутся непонятными.
Как можно при современном развитии технологий не найти целую планету в своей же системе? Но если она состоит не из обычной материи, а из темной, все становится на свои места. Остается только обнаружить такую планету. Однако как можно увидеть невидимое? Ученые считают, что планеты из темной материи в небольшом количестве будут накапливать и обычное вещество, такое как водород, газообразный гелий. Если достаточное количество этих газов сконцентрируется при нужном давлении и температуре, может запуститься ядерный синтез, после чего возникнет свечение. Даже у планет с малой массой газ все равно будет достаточно теплым, чтобы испускать излучение. Таким образом, часть света во Вселенной, вероятно, исходит от барионной материи, захваченной планетами из темной. Теперь ученым предстоит выяснить, как найти в космосе среди множества излучений именно то, что подтверждает их догадку. Между тем, исследователи из Висконсинского университета США недавно предположили, что экзопланета из темной материи может вести себя как обычная, причем даже в случае, если ее физика отличается от наших современных представлений. Сейчас экзопланеты часто попадают в поле зрения астрономов во время своего транзита или оборота по орбите. Когда объект оказывается на фоне своей звезды, ее яркость меняется. Также планеты находят с помощью их гравитационного влияния на звезду, заставляющего светило совершать колебания вокруг их общего центра масс. В любом случае, полученные данные позволяют астрономам понять диаметр небесного тела, его массу и плотность. Это, в свою очередь, подсказывает, из чего состоит планета. Например, если у нее низкая плотность, как у Юпитера, значит, скорее всего, обнаружен газовый гигант. Высокая плотность указывает на маленький каменистый объект. Аналогичный метод, вероятно, подходит для поиска потенциальных планет из темной материи и выяснения их характеристик. Ученые предположили, что можно обнаружить объект настолько плотный или рыхлый, что его по канонам современной физики не должно существовать. Что вы скажете о мире более твердом, чем железо? Или легком, как воздушный шар? Исследователи говорят, что после получения таких данных сначала проведут их тщательную перепроверку, затем определят состав молекул небесного тела. Возможно, выяснится, что необыкновенные свойства объекту придает именно темная материя. Или могут возникнуть другие, не менее странные ситуации. Например, если радиальная скорость предполагает, что экзопланета должна пройти транзит, а его не наблюдается. Это тоже может указывать на небесное тело из темной материи. Хорошим маркером также станут отклонения кривой блеска планеты при транзите. Из-за взаимодействия с частицами стандартной модели, хотя и крошечной, экзопланета из темной материи не может быть полностью прозрачной. Это свойство, вероятно, даст необычную форму кривой блеска. Команда исследователей из Висконсинского университета надеется проверить свои догадки и усовершенствовать поиск экзопланет из темной материи. Так ученые рассматривали только круговые орбиты. Однако многие миры имеют эллиптические орбиты, особенно те, которые захвачены гравитацией звезды. А именно в таком захвате теоретически находятся небесные тела из темной материи. Нам пока все это трудно вообразить. Странный объект со светящейся газовой оболочкой, а внутри него как будто бы пустота. Совсем не похоже на Землю, которая не содержит темную материю. Впрочем, в последнем ученые не уверены. Ученые лаборатории реактивного движения НАСА по результатам 20-летних исследований предположили, что темная материя может создавать своеобразные нити или волосы. Они образуются при прохождении галактики и звездных систем сквозь огромные сгустки темной материи, встретившиеся на пути. Компьютерные симуляции показали, что при этом поток темной материи вытягивается в относительно тонкую нить. Распределение таких нитей среди обычного вещества авторы исследования сравнивают со смешиванием ванильного мороженого с шоколадом. После этого оба ингредиента составляют единый продукт, однако следы шоколада остаются в нем различимы. Следовательно, высока вероятность того, что за Землей тянется множество подобных волос из темной материи, причем точка их фокуса находится в миллионе километров от планеты. Концентрация темной материи в этом фокусе в миллиард раз выше, чем в среднем во Вселенной. У крупных планет вроде Юпитера волосы должны быть толще, с плотностью темной материи примерно в 1 000 000 раз больше средней.
Противоположная часть потока лишь касается поверхности планеты. Эту точку исследователи называют кончиком волоса. Если с помощью этого кончика точно определить местоположение корня, то к нему можно отправить космический аппарат. Так появится отличный шанс наконец-то досконально исследовать свойства темной материи. Есть у этой теории еще один неожиданный поворот. Моделирование показало, что любые колебания плотности внутри планеты будут отражаться в виде дефектов структуры волос. То есть их строение может рассказать о составе далеких планет без непосредственного контакта с их поверхностью. И, что особенно важно, теоретически откроет нам тайны центра Земли. Но как тогда в целом темная материя и ее объекты влияют на нашу планету? Нет ли опасности, что однажды ее протаранит нечто невидимое и массивное, столкнув с орбиты? Или какие-то призрачные сгустки в центре Земли разрушат ее изнутри? Насчет столь грозных катаклизмов ученые ничего не говорят. Но вот в гибели динозавров темную материю уже подозревают. Один из авторов идеи, американский физик-теоретик Лиза Рэндалл, объясняет все так. Палеонтологи, геологи и физики сходятся во мнении, что 66 миллионов лет назад с Землей столкнулся огромный астероид, достигавший в поперечнике не менее 10 километров. Космический объект уничтожил сухопутных динозавров, а вместе с ними еще 3/4 биологических видов живых существ. Огромный небесный камень, скорее всего, прилетел с периферии Солнечной системы. Однако никто не знает, почему он сошел со своей слабо связанной, но устойчивой орбиты. Возможно, на пути Солнечной системы оказался диск темной материи. Такие диски бывают невероятно плотными, а их гравитационное влияние безумно сильным. Под влиянием такого объекта кометы на периферии Солнечной системы, где притяжение звезды слабее, могут сойти со своих орбит. После этого кометы улетают за пределы Солнечной системы или направляются к ее центру и могут по пути врезаться в Землю. Однажды подобный диск темной материи, вероятно, столкнул астероид с орбитой в поясе Койпера, таким образом спровоцировав катаклизм на нашей планете. Хотя темная материя может оказаться ни при чем. Недавно шотландские астрофизики выдвинули теорию, которая отчасти оправдывает эту таинственную субстанцию. Просто потому, что ее вокруг нас нет. То есть она существует, но очень далека от людей, планет или звезд. Если бы частицы темной материи встречались в большом количестве внутри галактического диска Млечного Пути, в нем не было бы перемычки. Так называют огромную структуру из множества звезд и газа, как правило, проходящую через центр и визуально прорезающую насквозь галактический диск. Особенность этих областей в том, что они обычно довольно быстро вращаются. Значительное количество темной материи серьезно замедляло бы любую массивную структуру. Этого не происходит, что говорит об отсутствии темной материи в самом галактическом диске. Возможно, ее присутствие в других регионах галактик также весьма ограничено. Пока ученые намерены серьезно проверить свою гипотезу. Тем временем другие астрофизики обнаруживают в галактиках признаки новых объектов из темной материи. Одна из последних находок просто не укладывается в голове. Спутник Европейского космического агентства «Гайа» зафиксировал загадочную звездную систему, в которой есть удивительно яркое светило. Оно во многом похоже на Солнце, лишь немного меньше по размеру, а по химическому составу практически идентично. Однако ученых больше заинтересовал очень массивный таинственный объект, который, вероятно, вращается рядом со звездой. Исследователи выяснили, что он значительно больше своей яркой соседки и достигает около 11 солнечных масс. Объект находится в 1,4 астрономических единицах от звезды, примерно как от Марса до Солнца, и делает полный оборот по орбите за 188 дней. Вот только увидеть этот призрак пока никому не удалось. Сначала астрофизики предположили, что невидимка является черной дырой, но многое в этой гипотезе не сходилось. Черные дыры образуются в результате гибели очень массивных звезд, то есть получается, что светило, подобное Солнцу, сформировалось и жило в компании с настоящим звездным монстром. Сценарий возможный, только маловероятный. Должны сложиться почти идеальные условия,
Чтобы солнцеподобная звезда миллионы лет целой и невредимой существовала очень близко к гиганту. Астрономы склоняются к версии, что темный объект скорее представляет собой нечто гораздо более экзотическое, чем черная дыра, а именно звезду из темной материи. Согласно одной из теорий, темная материя — это один из видов бозонов, так называют частицы, переносящие силы природы. Для образования космических объектов из темной материи бозоны должны быть стабильными и обладать хотя бы какой-то массой. Пока известен один стабильный бозон — фотон, который переносит электромагнитную силу. Однако он не имеет массы. Если же предположить существование бозонов, подходящих для строительства больших космических объектов, они могут формировать сгустки темной материи размера звезды. Подобные гипотетические объекты астрономы называют бозонными звездами. Поскольку темная материя не взаимодействует с другими частицами или светом, то бозонные звезды совершенно невидимы. Их можно обнаружить лишь по гравитационному воздействию на окружающие объекты. Примерно так, как в случае с солнцеподобной звездой и ее невидимым компаньоном. Замена предполагаемой черной дыры на бозонную звезду в теории объяснила бы все странности далекой звездной системы. Исследователи хотят создать модель экзотического светила, что поможет им подтвердить результат данных Гая и свою версию природы странного невидимого объекта. А мы тем временем попытаемся представить эти самые бозонные звезды. Собственно, с обычными их роднит только размер и масса. На этом, похоже, сходство заканчивается. Если космические путешественники когда-то смогут побывать у подобной звезды, то вместо сияния увидят некий прозрачный призрак. И только внутри него будет скапливаться небольшое количество барионной материи. Как можно считать яркой звездой темной, чуть подсвеченной где-то глубоко изнутри, фантом? Но, возможно, бозонные звезды способны по-настоящему сиять в небе. Космический телескоп Джеймс Уэбб нашел 3 гигантских ярких объекта, которые предположительно питаются аннигилирующими частицами темной материи. Астрофизики подозревают, что темное вещество в них образовано слабо взаимодействующими массивными частицами. Вимпы, как мы уже отмечали, способны аннигилировать между собой и во время процесса передавать тепло коллапсирующим вокруг них облакам водорода. Тогда призраки и превращаются в сияющие звезды. Это могут быть настоящие монстры, превышающие в миллионы раз массу Солнца и в десятки миллиардов раз ярче нашего светила. Их причудливая форма будет напоминать огромный бублик из-за центробежных сил, действующих на бозонную материю. Пока ученые не уверены в существовании призрачных звезд или планет. Сейчас они по-прежнему ведут охоту за темной материей, из которой должны состоять подобные невидимки. В Большом адронном коллайдере, где разгоняют до мегаскоростей и сталкивают обычные частицы, после опытов остается много квантового мусора. Там, как и в любой свалке, иногда попадаются очень нужные вещи. Среди них могут находиться и вимпы. Однажды исследователям удалось раскопать среди таких отходов знаменитый бозон Хиггса, а вот с вимпами пока не получается. Но исследователи надеются провести более удачные эксперименты на Большом адронном коллайдере, строящемся под Женевским озером. Он будет в 4 раза длиннее и в 10 раз мощнее нынешнего. Глубоко под землей, где нет фоновой радиоактивности, вообще идет настоящая гонка за темными частицами. Под озером Байкал, Средиземным морем, глубоко во льдах Южного полюса ведут работу нейтринные телескопы и детекторы. Некоторые частицы темной материи, проходящие через Солнце или Землю, теоретически могут рассеивать атомы и терять энергию. Таким образом, темная материя способна накапливаться в центре небесных тел, увеличивая вероятность событий аннигиляции. Это может дать характерный сигнал в виде образования нейтрино, частиц, не участвующих в слабом ядерном и электромагнитном взаимодействиях. Детекторы для их поиска погружают глубоко в воду, где легче обнаружить голубоватые микровспышки нейтринного потока. Самым чувствительным в мире детектором темной материи считается Люкс Цеплин, который в 100 раз превзошел своих предшественников. Его разместили на глубине 1478 метров в штате Южная Дакота, где детектор ловит редкие взаимодействия между вимпами и обычными атомами в виде вспышек света.
Излучение фиксируют датчики света, после чего физики определяют его природу. Правда, ни одному из детекторов признаки темной материи пока уловить тоже не удалось. Тогда почему бы не сменить тактику и не попытать счастье в другом месте? Так подумали исследователи из университета штата Огайо и решили из глубин планеты подняться в небо. Они хотят превратить в гигантский детектор всю нашу атмосферу. Для поиска частиц темной материи ученые предлагают использовать наземные радиолокационные системы идентификации метеоров. Проходя через атмосферу Земли, метеоры производят ионизационные отложения, форму излучения, которое оставляет после себя свободные электроны. Электромагнитные волны, испускаемые радаром, отражаются от этого излучения. С помощью компьютерного моделирования физики показали, что крупные и массивные частицы темной материи при входе в атмосферу планеты должны оставлять похожие следы. Какой из методов перспективнее, пока нельзя спрогнозировать. Астрофизики сравнивают поиск темной материи со стрельбой в крошечную цель среди кромешной тьмы. Однако есть мнение, что невидимка может оказаться по-настоящему вездесущей и проявлять свое влияние везде – в звездном свете, ядрах планет и даже простых камнях. Нас не было бы здесь, если бы вокруг не существовало темной материи. Если это предположение верно, стратегию поиска можно расширить и, наконец, вывести на свет неуловимое призрачное вещество. С его помощью ученые сумеют глубже познать историю Вселенной и всего, что в ней существует. А космические путешественники отправятся к странным невидимым планетам. Впрочем, астрофизики к этому времени наверняка найдут способ их подсветить. Какими окажутся планеты из темной материи? Некими подобиями обычных миров, таких как наша Земля, или совершенно экзотическими, не поддающимися обычному описанию? Пока мы этого не знаем и, конечно, с нетерпением ждем ответов от ученых. Хотя, согласитесь, что иногда ожидание будоражит больше, чем сама разгадка тайны.